Интересно, что Alan Wake 2 — это третий сезон Твин Пикса, а Silent Hill — это голова власти. Ну да. Я сразу вспомнила божественную комедию «Данте». Вы будете мучиться 20 часов в этой игре. Согласись, что в Silent Hill страх все-таки гениальнее сделан звуком, туманом. Но здесь мы сразу заходим на территорию Стивена Кинга. На тебе в башню. В хоррор-игре единственный способ не идти в страх — выключить игру. Ханс Беллер, по-моему. И он создавал всякие странные такие криповые куклы. Блин, Свет, как лечиться? Да, я пытаюсь с этими персонажами разобраться, чтобы справедливо оценить. Психологический хоррор, вот одна из его функций терапии — это именно творчество. Сейчас я пойду всех вообще в этой комнате. Всем привет! В эфире шоу Split Screen. Мы батлим разный популярный контент. Фильмы, сериалы, видеоигры и выбираем лучший. Сегодня в выпуске мы сравниваем две культовые игры — Silent Hill 2 и Alan Wake 2. Меня зовут Артем Коновалов. Меня Света Храновская. Света, мы дожили с тобой До четвёртого четвертого выпуска. Это 4-й выпуск. И на самом деле мы много говорим с тобой про хорроры. Но все-таки наше шоу называется Split Screen, да? Но мы очень хотели поговорить про психологический хоррор и про игры этого жанра, да? Потому что до этого мы с тобой сплитили игра versus сериал. У нас были 2 режиссера, у нас были 2 большие студии, которые, кстати, тоже делают очень много хорроров, да? Но сегодня мы решили зайти на территорию такую опасную достаточно, да? Но при этом классную. Это территория вообще игр, гейминга. Буквально недавно мы в Телеграм-канале у нас с тобой провели опрос. Кто еще не подписан на наш Телеграм-канал, подписывайтесь, там много клевого происходит. Ссылочка в описании лежит. Да. Мы провели опрос вообще, а много ли людей, которые играют в игры среди наших подписчиков. И, по-моему, только 10% людей признали себя не геймерами, да, и сказали, что, в общем, это не их совершенно Которые территория. даже не хотят попробовать. Да, и не хотят попробовать. То есть получается, что 90% наших подписчиков, по крайней мере, в Телеграме, это геймеры. Я думаю, что на видеоплощадках эта аудитория еще больше. Но для нас это с тобой экспериментальный выпуск. Мы прошли обе эти игры. Alan Wake 2 и Silent Hill 2. И мы сегодня на территории не просто хоррор-игр, а мы на территории психологического хоррора, да? Давай, наверное, объясним, почему мы выбрали эти именно игры. И мне кажется, важный дисклеймер про то, какие роли у нас сегодня с тобой, да? Да, мне кажется, можем начать как раз-таки с ролей. Артём — геймер со стажем. С какого у тебя геймерский стаж? Расскажи, пожалуйста. Блин, ну, наверное, в утробе матери я уже там что-то нажимал, уже какие-то с кнопочки, джойстиком сидел. пуповину дергал и Гнал управлял. куда-то. Да, куда-то Ну, плюс-минус в гнал, да. утробе матери. Да, вот с тех примерно времен. Хорошо, я начала чуть позднее. Я в детстве играла на вот этом пузатом компьютере во всякие Serious M, и там Это не Max видеоигры. Payne, Doom это- 3. Я прям любила вот такие прям стрелялки. А потом у меня был очень большой перерыв, и вернулась к играм я буквально в этом году, и мне кажется, вот как раз-таки... Благодаря, наверное, Благодаря нашему шоу. сплиту, да. Я этим всем очень сильно увлеклась, наконец-то разрешила себе вернуться в эту сторону. И, наверное, вот получается Silent Hill 2 — это такая первая игра, которую я прям прошла от начала до конца. Понятно, что мы играли с тобой вместе, и мы менялись периодически, но прям я ее видела полностью, и большую какую-то часть играла сама. И Alan Wake 2 — это вторая, получается, моя игра, которую я тоже прошла. Так что я все равно на территории новичков. Я могу называть корявые термины, за что меня все будут ругать. Вот. И я, наверное, тут больше с позиции реально человека, который только-только в это вошел. Мне кажется, тоже важный дисклеймер, что самая первая игра на плойке, которую я видела, не сама проходила, это Last of Us, первая и вторая. То есть у меня сразу была некоторая планка по играм, которую я увидела. И я немножко на это опираюсь. Все-таки, когда мы сейчас будем обсуждать с тобой сплиты, я буду на это опираться, на этот опыт. Вот. Знаешь, это Такие у все нас равно, роли. что Гуру и, человеку
вот он только родился, ему Мгм. показать "Крестного отца" и "Криминальное Да, чтиво", да. То есть лучше, ты как бы сразу хапанула лучше. сразу крутое, Да, да. поэтому у меня есть определенная планка, с которой я буду оценивать игры, которые мы сегодня будем обсуждать. Ну, в Но общем, ты человек кино, да? ну, Ты, я человек кино, да. кинокритик, Ну, эксперт, нет, ну да? да. Но да, и я эти игры во многом тоже, мне кажется, обсуждаю через призму кино немножко и смотрю на игры через призму кино. Есть у меня, мне кажется, такой угол. Просто важный дисклеймер. Окей, как мы сегодня прояснили, я геймер со стажем. Да. Ам, играю давно и много, хотя для меня на самом деле и игры, и кино, и книги, я люблю все вообще на самом деле формы контента. А, и я достаточно много играл в хоррор-жанр, в хоррор-игры, но мне хотелось выбрать, какие-то игры, которые очень сильно влияют вообще и на современный гейминг, и которые на самом деле по своей природе очень кинематографичны, Мгм. но при этом они выходят за пределы киноформата. Поэтому, мне кажется, вообще глобальная задача наша с тобой сегодня посмотреть на эти игры как на кинопроизведения, как вообще на произведение современной культуры и обсудить вообще, на что способны игры в сравнении с кино. Что они нам дают вообще по восприятию, по впечатлениям. Поэтому те люди, которые не играли в эти игры, я думаю, что им тоже будет интересно, потому что у нас будет с тобой много референсов, отсылок к массовой культуре, к фильмам и так далее. Я думаю, что я буду упоминать какие-то другие игры. Вот, поэтому вот такая у нас сегодня с тобой интересная задача. Поэтому погружаемся на территорию психологического хоррора. В этом выпуске мы решили провести розыгрыш двух видеоигр, собственно, Silent Hill 2 и Alan Wake 2, те игры, которые мы будем сегодня обсуждать. Но условия будут чуть дальше в выпуске, не пропустите. Мы их также повторим в описании. Еще мы придумали классную штуку. Мы сегодня будем играть в эти видеоигры и измерять свой уровень стресса. Поэтому вас ждет дополнительный клевый контент в этом выпуске. Не пропустите. Давай объясним, почему две эти игры. Обе эти игры вышли пару лет назад. Важный дисклеймер, что Silent Hill 2 мы берем вторую часть. Это ремейк Мгм. оригинальной игры, да, которая вышла в 2001 году и осталась культовой. И на самом деле Silent Hill — это, в принципе, культовый феномен. То есть все знают Silent Hill, может быть, не все в него играли, не Но все даже даже киношники знают. даже киношники. То есть на самом деле это даже референс, даже Мгм. референс. То есть Silent Hill, "Туман" — это референс, да. Вот когда ты хочешь сказать вообще про что-то хоррорное, то ты говоришь: "Это как в Silent Hill", Мгм. да. Это в песнях, "Туман", как Silent Hill, да. Это вообще на самом деле везде. И недавно вышел ремейк, Silent Hill'а. Не от студии, которая его сделала, от, польской студии Bloober Team, которая, в принципе, специализируется на хоррорах. И команда очень переживала вообще, получится ли у них сделать классный ремейк. В итоге получилось. Поэтому это возможность, в принципе, у людей, которые еще не знакомы вообще с Silent Hill'ом, запрыгнуть, да, Мгм. запрыгнуть в эту вселенную. И, в принципе, Silent Hill именно второй считается лучшей инкарнацией в серии, потому что, на самом деле, там много, Да, там очень много много игр. игр в Silent Hill, но это прям считается эталоном. С другой стороны, у нас с тобой есть студия Remedy, культовая студия, и Max Payne — это вообще игра моего детства. Я помню, что мы И моего. с моим другом просто в slow motion часами находились. И я помню прикол, когда мы играли в Max Payne, потом выходили на улицу, и у Всё было нас сильно быстро. у нас было ощущение, знаешь, что мы в slow motion, М. что мир движется так медленно, и это классно, на самом деле, как игры влияют, да, на сознание, и потом они остаются с тобой. Так вот, студия Remedy, на самом деле, культовая финская студия, во главе которой стоит Сэм Лейк. Тот самый Макс Тот Пейн. самый Макс Мгм. Пейн, да, он, начинал как, narrative, дизайнер, в этой студии, а сейчас он, собственно, ну, в общем, одно из главных лиц Мгм. этой студии. Человек, который концептуально придумывает все эти игры. У них, были игры, серии Max Payne, первая, вторая часть.
Вот недавно была игра, Control, собственно, Alan Wake, и вот вторая часть Алана Вейка, которая вышла тоже пару лет назад и уже стала в каком-то смысле такой культовой классикой, да. Понятное дело, что вот я прям предвкушаю, что в комментах нам будут писать: "А где же Resident Evil?" Да, "А где же, я не знаю, там, Dead Space?" На самом деле реально много хоррорных игр, но мы решили взять психологический Мгм. хоррор, концептуальный хоррор, не тот хоррор, который только пугает, а который на самом деле пугает сложно, изощренно, психологически, как это делают, например, фильмы-хорроры А24 "Неон", да? Но мне еще кажется, что важная какая-то связка Silent Hill 2 и Alan Wake 2 — это то, что это сложно сочиненные по нарративу истории, в которой ты играешь и до конца не понимаешь, а что на самом деле происходит, а что делают герои, и ты как детектив немножко разгадываешь. В том же "Резиденте" нет такого, например, тебе все объясняется. Именно вот в этих двух играх есть вот эта недосказанность, которая идет до самого финала. И мне кажется, это еще одна причина, по которых мы их соединили, на самом деле, эти игры. Ну, ты говоришь, наверное, про Resident Evil 4, да, который Ну мы да. недавно с тобой закончили. То есть у Resident Evil есть, великолепная седьмая часть, которая на самом деле очень хоррорная, но все равно она, наверное, не такая, концептуальная. Поэтому мы выбирали психологические хорроры, мы выбирали концептуальные игры, мы выбирали те игры, которые сейчас на самом деле являются Мгм. значимыми, да, в том числе нарративными, да. Вот, поэтому у нас такой выбор. Расскажи про сплиты, как мы будем их батлить. В этом выпуске у нас будет 6 сплитов. В каждом мы будем сравнивать один какой-то аспект и выбирать, у кого, по нашему мнению, этот аспект воплощен лучше, у Алана Вейка или Silent Hill. Очень сложно завернула, но тем не Вообще менее. лучше. Я Но тем не подключилась менее. к играм, да, Да, к их да. нарративу. А раздавать мы в этот раз, решили пирамидки Пирамидоголового. Это культовый персонаж из Silent Hill 2. Его тоже все знают. Вон он на фоне, смотрите. Да, его все знают. То есть даже кто не играл в Silent Hill, вот этот образ, этого монстра, он, впечатляющий. И Мгм. и мы сегодня с тобой обсудим, наверное, его отдельно. Мне кажется, он как Фредди Крюгер. Хотя Да. Фредди Крюгера смотрели Но или я или Джейсон, до да? игры не знала про этого Пирамидоголового. Но ты не знала, кто это, но ты по-любому его видела где-то Нет, во сне, нет? не Не приходил. приходил тебе? М-м. Но я надеюсь, скоро придет, я очень жду. Да? Окей, ну, мы с тобой вступаем на территорию психологического ужаса, сюрреализма, террора, хоррора, спутанного сознания. Но это мое обычное состояние вообще в Что такое? понедельник. Да, да. Первый сплит у нас посвящен с тобой сюжетам. Мы хотели разобрать, о чем каждая из игр чисто нарративно, какой нарратив нам интереснее с тобой чисто субъективно, какие были референсы. В общем, гоним. Гоним, но Гоним. постараемся здесь, без, Но это спойлеров по невозможно. Ну, давай возможности. завязки У нас есть тогда. отдельный сплит, про финал, Финалы. потому что, если честно, я бы не хотел узнать, главный спойлер Silent Hill. Я согласна, это Да, испортит это испортит ощущение. впечатление. Хотя, Silent Hill удивителен тем, что в какой-то момент, там, через 10 часов прохождения ты начинаешь догадываться вообще, к чему Да раньше всё это начинаешь. ведет. Да, давай просто сюжет вкратце, Завязки. завязки, да. Мгм. Давай, ты у нас как Давай, Silent Hill. нарративный Я гуру. буду про Silent Hill. Окей, блин, чёрт. Эх. В общем, Сюжет Alan Wake, знаешь, у меня вот да, это вот я хитрая, я начались, я те буду помогать, потому что это правда ПТСР. сложно. Ладно, давай. Сюжет Silent Hill 2 на самом деле не такой сложный в плане завязки. У нас есть, персонаж Джеймс, Сандерленд. Он приезжает к городку, который называется Silent Hill. Да, Да, ничего себе. да. И из сюжета мы узнаем, что 3 года назад у него умерла жена. Она очень долго страдала от какой-то тяжелой болезни, которая уродовала ее лицо, и им было очень тяжело это время прожить. В Надо общем, она думать. умерла, и Джеймс якобы получил от нее письмо от мертвой жены, которая звала его в Silent Hill, к их месту, к их местам. То есть, видимо, они там проводили какое-то время. И Уже вот, крипово. да, и вот мы вместе с Джеймсом приезжаем в этот город и идем туда. И обнаруживаем странное пространство, окутанное туманом. Это явно заброшенный город, в котором давно никто не живет. И он населен странными существами И персонажами, да, и которых на самом персонажами деле второстепенными. очень мало. Вот Да, и, Silent Hill проходится, мне кажется, часов за 20, наверное, да. да.
То есть это прилично. Фактически это 2 сезона сериала, да, если переводить Мгм. какой-то тайминг. Да. Но И там не так персонажей очень много мало. персонажей Н и н кат-сцен в целом. Да, но эти персонажи очень глубокие, они постоянно появляются. 1 персонаж, которого встречает Джеймс, это девушка Анджела. Причем встречает он ее на кладбище. И она говорит ему странные вещи про этот город, что ему лучше туда не ходить. Этот город странный, и что она приехала в этот город, чтобы найти свою маму, и она ее, собственно, ищет. Ну и есть еще парочка второстепенных персонажей. Не знаю, мне кажется, мы в следующем сплите это обсудим. Но эти персонажи сюжетно, мне кажется, работают. Они нам дают подсказки о происхождении этого города и о том, Некие ключи да, такие, да? заставляют о чем то задуматься, потому что, я не знаю, будет это спойлером или нет, но у всех персонажей есть какие-то психологические проблемы очевидные, Ну, как у всех нас. как у всех нас, но У они меня прям вполне. выделены ярко. Я имею в виду это как вот ходячая проблема, и мы Мгм. ее видим. Это вообще, на самом деле, сюжет Silent Hill очень интересно разбирать, с психологической точки Да, зрения. Мы с тобой об этом попробуем еще поговорить побольше. Важный дисклеймер, что вторую часть, в принципе, можно играть, не зная вообще другие лора части, и да. другие части. То есть она стоит особняком. Мгм. Конечно, там есть отсылки к другим, но это такой законченный абсолютно сюжет, Да. да. Вот, поэтому, в принципе, туда можно заходить абсолютно Мгм. неподготовленным, да. Но, наверное, про сюжет что еще могу добавить? Что он такой достаточно он вязкий, медленный. То есть это Медленный. такой прям тебя медленно крутят, Ну и что, мы варят. буквально просто ходим по городу, по локациям, по отелям, по больницам и пытаемся что-то выяснить. Ну, это такая, Что да, произошло с женой, что детективная. происходит с Джеймсом, что произошло с городом. То есть мы собираем много записок, фотографий, каких-то аудиозаписей и просто погружаемся как будто в этот город вместе с Джеймсом. И как бы вот сюжет строится на изучении этого города, на убийстве монстров. Убийство монстров, ну, про геймплей давай Отдельно. позже. Про референсы. Вот на что похож Silent Hill? Да, мы с тобой говорили, что будем разбирать и как киношники всю эту историю. Да, но первый, я думаю, референс, который знают очень многие, кто играл в эту игру, это "Лестница Иакова". Это прямой прям референс, который озвучивают сами авторы игры. И это референс именно нарративный, ну, вот этот сюжетный, что мы не до конца понимаем, а точно ли то, что мы видим, это то, что мы видим. Я просто очень боюсь, спойлерить вообще сюжет "Лестницы Иакова", потому что Да не, ну давай расскажем. На самом деле это классный фильм. Мне кажется, это фильм, который многие не знают. да. Это фильм, по-моему, 90-го года с Тимом, Робинсоном, да, Мгм. который рассказывает о герое, это 70-е годы, который, после Вьетнама, Мгм. да, ловит вообще странное состояние и ощущение, что он опускается в некий такой Что персональный ад. за ним следуют какие-то существа, у которых Да. меняются лица. Не, при этом это такой достаточно реалистичный городской Да. сеттинг, да, вот, в котором появляются вот эти вот инфернальные странные Мгм. сущности, которые можно встретить и в Silent Hill, да. То есть Да, это там очень даже есть похоже. есть по монстрам даже Мгм. какие-то перекликания. И, в принципе, сюжетная канва и ощущения, они на самом деле похожи. То есть ритм, вайб. Поэтому, в общем, "Лестница Иакова" — это интересный фильм. Знаешь, как вот начать с него, если он зайдет, то можно Да. отправиться в Silent Hill. Но тогда, кстати, легче будет разгадывать Silent Hill, потому что ты уже понимаешь, что здесь не всё не так, как кажется, и будет какой-то твист. Ну вот, кстати, я еще, знаешь, что вспомнила? Какой фильм "Сердце ангела" есть про детектива. Блин, да, да, я вот тоже о нем думал. Это Мгм. классный референс и по Да. тональности, и по вайбу, и по герою. И я бы, знаешь, еще докинул, Shattered Island, как он называется по-русски? С Ди Каприо, фильм Скорсезе, "Остров где проклятых". "Остров проклятых". Мгм. Да, то есть там тоже на самом деле герой, у которого какое-то такое спутанное сознание, что там произошло. И вот у него Да. такая одиссея куда-то в глубину, И мы, как да. зрители, не понимаем, где здесь реальность, где здесь нереальность, вот эта грань. Но я знаю, что еще бы докинула. Этот референс мне приходил, когда мы играли в Silent Hill и спускались все как будто бы ниже. Я помню, это был эпизод, где мы пришли в какое-то историческое общество, потом пошли в подвал, Да, оказались да-да-да-да-да. в тюрьме, и еще Да. куда-то ниже и ниже вот эти коридоры. Я сразу вспомнила божественную комедию Данте. И мне показалось, что это какой-то спуск через чистилище в ад, и Но вообще что-то там на самом деле есть похожее есть. образ вот этого спуска Мгм. и лестницы, что все глубже, глубже, Да. глубже.
герой опускается в свое подсознание, да, и что он там, на самом деле Находит, стоит, да. что он там находит, да. Поэтому, Silent Hill скорее вот нужно воспринимать, как некий такой вот опыт, да, опускания Да, куда-то это во какое-то тьму. путешествие, на самом деле, это очень хорошее Путешествие к слово, сердцу да. тьмы, Это да. путешествие. Окей, Хм. Alan Wake. Давай попробуем с Alan этим Wake. справиться. Сюжет Алана Вейка. Ну, здесь мы сразу заходим на территорию, Стивена Кинга Да. И его романов про и писателей. его романов, да, его романов про писателей. Но если давай попробуем как-то Вы просто не объяснить понимаете. объяснить сюжет. На самом деле сюжет следующий. Алан Вейк — это писатель, Мгм. который оказался заперт в некой альтернативной темной реальности. "Темная обитель" она Темная называется. обитель, да. Мгм. И он туда попал, собственно, в первой части, да, в первой Да. части. В общем, на самом деле можно отдельно посмотреть историю, Алана Вейка первого, и там очень много кинговского и увлекательного. А во второй части, собственно, он торчит в этой темной обители Мгм. И пытается выбраться. и пытается выбраться. А с другой стороны у нас есть второй персонаж, там 2 Да. персонажа, оба игровые. Это Сага Андерсон, агент ФБР, которая прибывает в маленький городок, Брайтон-Фоллс, чтобы расследовать серию загадочных убийств. И, собственно, она выясняет, да, что был некий Алан Вейк, он пропал, и они движутся навстречу друг Мгм. другу, да, пытаясь вообще разобраться, что происходит, Мгм. выбраться из этой темной обители, вообще, и как бы понять, что за зло, стоит вокруг этого. Поэтому здесь у нас Кинг, здесь у нас Strange Things, Ну, з здесь у нас, на самом самое деле, главное. секретные материалы и, конечно же, Главное Twin Peaks. Twin Peaks Главная третий вещь. сезон. И тут, на самом деле, интересно, что Alan Wake 2 — это третий сезон Твин Пикса, а Silent Hill — это головоластик, Ну да. да? Хотя, на самом деле, создатели делают отсылку к Твин Пиксу тоже, что вот Малхолланд есть Драйв еще, кстати, делают Малхолланд Драйв. отсылку. Ну, слушай, ну, Оба. для меня это головоластик. Но это Вот, больше, да, для это меня тоже. больше, потому что вот это какая-то, физиологичность, Мгм. психологичность, Звуки, странность, звуки, пространство да. вот это. Alan Wake похож на сериал. Да. Плюс там, как на самом деле любит Сэм Лейк, там очень много форматов. То есть там работают и просто и кат-сцены, и геймплей, там есть вставки с, живыми Реальные, да. актерами, да. И это, в принципе, одна из визитных карточек, студии Remedy. Мгм. И интересно, в их, интервью, когда опрашивали сотрудников, вообще, в чем фишка их игр, и все говорили слово weird, что Мгм. есть что-то Ну странное да, в их. есть. Это как, знаешь, некий такой ингредиент. Поэтому Alan Wake — это такая мозаика, вообще странная мозаика из жанров, из модальностей, из разных форм вообще там медиа, но при этом жутко увлекательная, да. Наверное, в Alan Wake 2, сложно, может быть, чуть более сложнее зайти неподготовленным, да, вот. Но в то же время Alan Wake, для меня он, кайфовый в том плане, что он сложный. А я люблю какие-то сложные вещи, когда ты в них погружаешься и вообще начинаешь потом смотреть эти многочасовые видео Мгм. вообще, что там за сюжет, а что там за концовки, а как это связано с первой игрой, да. И я вспоминаю вот этот мемчик, да, с, Да. Чарли из, "Филадельфии всегда солнечно", да, когда, в общем, ты пытаешься вообще, блядь, разобраться, что там, происходит в этом Alan Wake, да. Поэтому, ну, без спойлеров, вот они сюжеты, да, разные, но как бы в чем то похожие, потому что везде есть, герои, которые, наверное, сражаются не только с монстрами. Ну, в Alan Wake, кстати, наверное, это важно сказать, что основные монстры — это некие темные Ну сущности, да. Темные которые сгустки такие, такие сгустки темной энергии, которые сначала надо высветить фонарем, а потом уже а стреляем. потом убить, да, то есть пролить на них вот этот вот луч, света. А монстры в Silent Hill — это вообще отдельная история, да. У нас вот здесь вот наш любимый, монстр, который мы окрестили, я не знаю, будем ли Нет, мы это не говорить, надо, это личное. как, это личное, да, как мы ее назвали, но монстры в Silent Hill — это вообще отдельная история. Сюжеты. Сюжеты, да. Давай. Мы хотели с тобой выбрать здесь по любимому эпизоду, на самом деле. Пока мы Окей. говорим, находимся на территории сюжетов, по любимому эпизоду из каждой игры. Что кто начнет? Я могу начать. С кого начинаем? Абсолютно. Хорошо, давай.
Давай, интересно, будет у нас с тобой совпадение? Мне кажется, там и так много всего, что не будет. Давай. А, с Silent Hill мне было супер сложно выбрать один какой-то сюжет, потому что, если честно, много всего впечатляло. Но, пожалуй, для меня все таки самым ярким оказалась, часть, когда мы находились в тюрьме. Мгм. Потому Хм. что она была, ну, во-первых, она была супер страшная, а во-вторых, она была очень изобретательно сделана, что мы в эту тюрьму попадаем вообще внезапно, то есть она находится под землей очень-очень глубоко, и вообще Какая непонятно, многоуровневость. да, почему мы сюда пришли, мы пришли в историческое общество. Это было так странно, знаешь, типа варвара Зака Крейгера, типа какой-то подвал куда-то Да-да-да-да-да-да, какой-то привел. У подвал. меня были такие флешбеки, очень прикольно. Но и там просто сама механика прикольная, что ты попадаешь вот из этой тюрьмы в такое, помнишь, темное помещение, где стоит виселица, и нужно открывать помещение этой тюрьмы, и в каждом помещении добывать новые гирьки, ставить там вот эта вот игра вот эта Продавщица, логическая, да, вот да, надо было это, да. взвешивать. Мне просто Такая нравилось, как это работает, что мне нужно добыть гирьки, вернуться в одну и ту же точку, расставить, открыть другую дверь. И вот эта многоуровневость вот этой тюрьмы, и что там было реально страшно, и эти монстры восставали против меня, и это было сложно проходить. Мой, наверное, любимый эпизод — это вот эта классный эпизод. часть. Это классный эпизод. И вообще в играх, конечно, вот это сочетание нарратива и дизайна. Да. И когда играешь в Silent Hill, все время я, по крайней мере, думал: "А что это значит?" Да? Типа, окей, я вот это делаю, а что это значит? И прикольно, что на самом деле не в каждых играх у тебя вообще такое возникает ощущение. Ну да, ну, мгм. Пока ты говорила, я просто вспомнила свою мысль еще, почему она нарративно именно мне нравится, "Тюрьма", что в конце мы это все делаем, и нам нужно разгадать загадку. Помнишь, там вот виселица дана, Да, и да, да. даны истории, типа, по-моему, 6 приговоренных, 6 грехов. 6 грехов, и надо выбрать, кого мы щадим. И вот сама нарративная эта структура очень интересная, потому что мы же делаем выбор, и потом Да, да. отправляемся еще глубже с этим выбором. То есть это очень А прикольно. потом прыгаем в могилу. Ну, это Да, не сильный спойлер, да, но да, вот этот уровень какого-то метафизического, вот. метафорического, он, Это очень было сильный, интересно, да. да. Мой любимый эпизод, в Silent Hill, на самом деле, конечно, их много, но самый любимый — это первые шаги в городе. Мгм. Потому что, когда оказываешься в Silent Hill, и, как вот ты рассказывал, да, герой там припарковал свою тачку, он сначала долго идет через Да. лес, и вот это вот ощущение, что тебя окутывает туман, и достаточно долго, на самом деле, ничего не происходит игрового. То есть ты просто в этом городе до встречи с, монстром там проходит, не знаю, 15-20 минут, когда мы просто ходим, мы слышим какие-то звуки, мы видим этот туман, мы просто погружаемся в это все. И это очень классное ощущение погружения, потому что в играх часто тебя сразу быстро, да, куда-то вот кидают, чтобы завлечь, а тут тебе сразу, на самом деле, задают вот эту вот тональность, да, что это будет все очень вязкое, да. И понятно, на старте это может не зайти в целом, да, но я прям от этого кайфовал. Вот, наверное, не от всей игры, потому что, честно, игра прямо вот накручивает кишки, она мучает. Вот. Я не знаю, это хорошее вообще Хорошая, описание для суперская. игры. Да, вы будете мучиться 20 часов в этой Да. игре. Вот, Начало клёвое, я да. согласна. И я, помню, что я где-то читала или смотрела, по-моему, интервью создателей, что они говорили, что они намеренно сделали этот ход, чтобы показать, как далеко герой проходит от своей машины до города, и что на самом деле, ну, типа, обратно не хочется возвращаться, потому что путь долгий. Да, И да, там уже еще проделанный клёвый у них путь. прием с колодцем, что ты же сохраняешься в самом начале, а это чисто в геймерской, мне кажется, механике. Любое сохранение, оно либо после важного боя, либо перед важным боем. Да, потом стала геймерская механика. И тут кажется, что ты Ну, что то сохранился, будет. значит, а Да, ты да, да, идёшь да, еще да. А дальше 15 ничего не минут, и ничего будет. не Да, происходит. это прикольный И обман это очень ожиданий. клёво. Мне кажется, сюжетно тоже работает, что ты такой: "А? Да, А? да, Что да, сейчас да, 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 происходит да. вообще? Ты Сейчас меня напряжен. так В напугают!" Silent Hill ты постоянно напряжен, и интересное ощущение от него, что я даже не боюсь. А, Оно создает ощущение постоянной тревоги, да. То есть ты находишься Да, в постоянной да, тревоге это в вообще Silent Hill, расслабляешь только да. когда выключаешь. Ты реально расслабляешься, когда выключаешь.
Согласна. Давай Клево. давай Alan Wake, Alan Wake. сцены, да, Хм. сцены. Мы же мыслим с тобой сценами Ну, у меня в есть том числе. самая любимая Давай, сцена. давай. Блин, мне кажется, у Точно нас знаю. совпадение, Свет. Ты да? Не знаю. Это сцена мюзикла. Но у меня тоже. Боже, это просто было так необычно. Просто рассказываем, что в Alan Wake вот вы играете. Там важно. Артём уже сказал, что делится сюжет на 2 части. Есть Alan Wake, есть часть саги, разные локации и так далее. Но в какой-то момент мы оказываемся на стороне Алана Вейка, который приходит на шоу, ток-шоу. Там часто мы возвращаемся в этот нарратив. Но в какой-то момент мы выходим, и начинается мюзикл. То есть мы ходим по павильонам, где играет музыка, треки, и какие-то танцы, но мы при этом идем, у нас раздвигаются все эти экраны, мы кого-то убиваем, но в целом мы просто идем внутри мюзикла. Это так странно, Но это так это на самом деле, да, необычно. это очень странно. И я, когда играл этот эпизод, у меня просто, знаешь, не сползала улыбка с Да, это было лица. так. Важно, что на самом деле и Alan Wake, и многие игры Remedy, они в целом стебут массовую культуру, и там есть вот этот вот луп в шоу, Да, когда главный герой приходит на шоу, вот такое классическое ток-шоу ночное, да, американское, да, вечернее. ночное, вечернее, и он в него возвращается и возвращается, и, в принципе, нам показан, мир вот такого странного сознания писателя, да, которым овладела темная некая сущность, и как он оказывается в каком-то сюрреалистичном мюзикле. Там есть еще, группа Gods of Asgard, Да, потому что на самом деле это Alan Wake — это игра, вообще, наверное, про творчество и про да, темные конечно. стороны творчества. И вот этот вот странный какой-то фантасмагорический мюзикл, да, где танцует сам Алан Вейк, да, Мгм. где играет эта группа. Причем важно, что это реальные актеры там, да, то есть это вот микс игрового и киношного. И этот эпизод, он просто как бы, знаешь, вот он стендалон реально производит какое-то огромное Тут ещё впечатление. музыка такая крутая, и хочется рассматривать эти экраны, стоять, но надо идти, потому что тебе надо постоянно двигаться и перемещаться, куда-то лезть, кого-то там тоже высвечивать, убивать. Но это просто очень Но в необычно целом и это, знаешь, драйвово. это еще экспериментальная штука. Мне кажется, что Remedy в целом старается в каждую свою игру М, добавлять что-то такое, что гипотетически может зайти, не всем, да, но эта сцена, вот если опять же, вот не знаю, за последние годы, во что я играл, она просто стоит особняком. То есть у них просто получилось, да, меня как бы вот и рассмешить, и впечатлить. Кто-то, может быть, подумает, что это какой-то бред вообще и но это вот абсурд. тот самый Нафига weird. вставлять это в игры, да? Зачем Да, это вставлять в игры? тот самый weird элемент, мне кажется. Weird? Weird. Word? Weird элемент. Viral. Weird. Окей, давай, так как мы с тобой все-таки батлим, сравним и Сюжеты. прочее, давай подумаем, да, кому мы здесь Мне ужасно отдадим пирамидку. сложно. Мне ужасно сложно выбрать. Тебе ужасно Согласен. сложно Мне выбрать? ужасно сложно выбрать. Ну, давай, ты первая. Ну, вот я сейчас вот как-то вот пойду рассуждать. Смотри, ам, на словах, когда вот мы сейчас даже презентуем эти сюжеты, и мы с тобой это обсуждаем, конечно, сюжет Алана Вейка мне кажется каким-то крышесносным, потому что мы, как люди тоже творческие, которые что-то сочиняют, пишут и так далее, мне кажется, нам просто супер интересно посмотреть визуализацию работы вот головы внутри, знаешь, как эти образы можно визуализировать. И путешествия по ним очень нравятся. Но когда я думаю про свои ощущения по итогам игр, конечно, сюжет Silent Hill мне нравится сильно больше, потому что он для меня собраннее. Там для меня есть как будто бы понятный выход. В Alan Wake для меня понятного выхода нет. И для меня, наверное, сам зачин Алана Вейка, он более интересный, но на выходе хочется отдать все таки пирамидку Silent Hill. Ты знаешь, у меня синонимичные рассуждения. С одной стороны, Alan Wake — это действительно великолепный нарративный триллер, вот. Но с другой стороны, сюжет Silent Hill, он может быть какой-то более компактный, даже он более простой в каком-то смысле, да. Но, наверное, он, опять же, вот если брать целиком впечатление от истории, и я помню, что когда мы с тобой допроходили Silent Hill, мы вместе с тобой его Мгм. допроходили. И я помню, как ты потом 1,5 часа кричала на меня после прохождения. Просто в лицо мне кричала, и это были какие-то это были такие искренние эмоции.
Вот я совершенно не мог тебя успокоить. Это было какого чёрта? Это всё. Вот, это было много эмоций, да. М, После Алана Вейга скорее это была какая-то такая пауза, типа: "Блин, а да. что это было? Вот what the fuck", да? Вот. Поэтому я думаю, что Silent Hill. Пусть это Да. будет Silent Hill, сюжет это все таки несмотря на все классные Задумка классные Алана придумки. Вейка офигенная вообще, но вот итоговое ощущение, да, Silent Окей, Hill. пирамидка, Silent Hill. Отдаем. Отдаем. В Alan Wake есть вот такие прикольные места, где можно сохраниться. И вот тут вот, свет, такая, баночка с, кофе, и вот тут вот можно сохраниться. Очень много клевых отсылок к, Twin Peaks, моему любимому. Вообще прикольная такая безопасная зона, потому что там какая-то жизнь происходит, а вот тут вот можно, в общем, отдышаться, перезарядиться, вот, и погнать дальше. Вот. Ну вот Нью-Йорк на самом деле клевый здесь просто, мне очень нравится. Здесь свет такой. Так, 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 это кто, ребята? Стопэ. На тебе в башню. Блин, да что такое? Да, ну это вот эти ребята стали уже такими достаточно агрессивными. На. Ну, вот мне нравится, как эти темные сущности сделаны. Какие они, конечно, ребята, блин, гопники какие-то, вообще неприятно. Блин, вот я не знаю, я не поеду в Нью-Йорк после этой игры. Что там делать, если там такое происходит? На. Так, а куда мне надо разыскать Зейна в гостинице? А, Зейн это какой-то тоже тут интересный персонаж, который заманил Вейка в темную обитель. Блин, у вас что-то много прям уже, ребят. Блин, все уже в крови, блин, грязные. Вот такие писательские будни. Второй сплит у нас с тобой геймплей. Мгм. Как эти игры играются, как они ощущаются, да? Потому что все-таки в игру мы играем. Это не кино, хотя кто-то смотрит прохождение игр, да? Как они ощущаются, да, и я как геймер, Со стажем. да, я попробую начать. Обе эти игры — это survival хорроры. То есть survival хорроры означают, что у вас мало ресурсов, патронов, и в целом всю игру, вы выживаете, да, в прямом смысле слова. И это не игра, где, не знаю, как, например, в Resident Evil во многих играх, не знаю, все таки это некий а-ля супергерой, который Мгм. просто уничтожает монстров. Да, там бывают страшные эпизоды, но на самом деле все персонажи в Silent Hill и в Alan Wake, они достаточно уязвимые, да, Ты несмотря на то, что мягко сказал. несмотря на то, что в Alan Wake мы играем там за агента ФБР, все равно, зло, хоррор вокруг больше, страшнее, поэтому мы в прямом смысле с фонариком пробираемся, да, через эти игры. В Silent Hill геймплей достаточно простой. У нас есть локация, мы убиваем там монстров, которые нас постоянно пугают, да, и спускаемся метафорически на некий следующий уровень. До этого разгадываем какую-то головоломку, Мгм. да. А, Блин, если честно, я вообще вот ненавижу А головоломки. я обожаю головоломки. Блин, ну, слушай, хорошо, что мы с тобой дополняем друг друга, но в то же время геймплей здесь добавляет что-то к нарративу, потому что вот эта параноидальность Silent Hill, что мы должны разгадать какую-то хитрую загадку, чтобы пройти дальше, это в целом часть геймплея. Но меня жутко бесил Silent Hill, потому что герой там кривой. Особенно это было после Last of Us, Да, это где невозможно. Naughty Dog делают так, что просто ты играешь в это, просто все филигранно и комфортно. То там герой — это типа обычный мужик, и он еле-еле сражается с этими монстрами, он промахивается, он кряхтит, пердит, делает все еле-еле. Он меня бесил. Блин, у меня тоже. Он меня жестко А бесил. знаешь, что меня еще больше всего окей, допустим, это гениальная идея создателей сделать героя обычным слабым чуваком, как, не знаю, если бы я попала в хоррор, я бы примерно А так же будет новый Silent кряхтела. Hill, да, F. Я, может быть, так же бы и кряхтела, но как меня раздражало, что он не может прыгнуть сам, если не висит какая-нибудь шторка, он не может никуда залезть, он не может никуда подойти. То есть
Вот, ну это же база: хождение, прыгание, залезание. Как будто не надо быть супергероем, чтобы это делать, а он этого не может. И я помню этот эпизод, по-моему, это был первая наша локация, это отель такая большая, где мы понимали, что нам нужно что-то сделать с мусоропроводом, а мы, блин, не могли этого сделать. И нас супер раздражал этот Джеймс, потому что он ничего не мог сделать: никуда запрыгнуть, никуда залезть. И это прям вот я до сих пор вспоминаю. Но, в защиту вот этого геймплея, Мгм. да, я хочу сказать, что, возможно, это задумка, да. Это Потому что на 100% задумка. самом деле его вот это, блин, как это назвать это слово? Вот эта корявость какая-то, деревянность, да, и неудобность — это часть задумки. То есть как будто игра хочет, чтобы в нее в том числе было неудобно играть, Ну да. да. Потому что глобально вообще сюжет, нарратив и что там происходит завязано в том числе на таком геймплее. Потому что если бы герой управлялся комфортно, он прыгал, бегал, да, и делал все, что ты хочешь, он бы не ощущался, да, вот так. И в игре есть интересное ощущение, с одной стороны, что мы как бы дистанцированы от героя, а с другой стороны, мы являемся героем, да, и мы играем им, и мы проходим через все эти мучительные адские головоломки, да. Вот, поэтому, но из плюсов в Silent Hill можно настроить сложность головоломок, М. да, хотя даже на легком уровне Если сложности. честно, иногда там было такое. YouTube в помощь, да, YouTube в Там помощь. иногда странные Вот, штуки. да. Или если у вас есть соратник, как Света, который может помочь все это сделать. Да, это геймплей Silent Hill, то есть он такой специфический, вот, Но еще но интересно, что я просто привыкла по старым своим играм, что персонаж все равно как-то обучается и прогрессирует. Джеймс не прогрессирует. Он остается, он мне кажется, на том деградирует. на том же уровне. У него появляется какое-то новое оружие. Но это не помогает особо. То есть Да. он не прокачивается. То есть это игра без Ну, это, в принципе, как в прокачки. жизни, да, ну, типа, ты не Это просто прогрессируешь, интересно, что стареешь. да, игра без прокачки. И я еще вспоминаю, что меня страшно бесило то, как он принимает лекарства, чтобы вылечиться. Особенно помнишь, что от Пункоки у него там есть бутылек, который он отлично выпивает и с этим справляется. Но когда бутыльки заканчиваются, надо вколоть в себя иглу ему. Он просто... Там странное управление, он странно это делает. Это тоже супер сильно раздражает. Но я согласна, я даже читала о том, что это такая задумка и была — сделать героя ближе к игроку. Но вот тут, конечно, интересно в плане ожиданий, что я не привыкла, наверное, к тому, что герой может быть вот таким Джеймсом. Вопрос, если бы эту игру делала другая студия, был бы там Интересно. другой геймплей, да? Потому что вот, ребята из Bloober Team все таки не могу сказать, что они новички, но при этом у них, наверное, до Silent Hill не было, до ремейка Silent Hill не было какой-то игры, которая бы была эталонной. У них была классная игра Medium, да, у них вот сейчас вышла игра Chronos, тоже хоррорная, такая немножко похожая на Dead Space, поэтому здесь вопрос, да. Ну да. Но мы в целом, опять же, те люди, которые, те игроки, которые, не знаю, там, накормленные Resident Evil 4, Last of Us, да, и классными представителями жанра, то есть геймплей, мне кажется, надо попробовать воспринимать как часть Ну да. некого нарратива, Да-да-да. да. Но в целом мне вот это сочетание того, что у тебя есть выживательная часть, тебе нужно убивать этих монстров. Причем, честно, мне в Silent Hill очень нравится часть с монстрами, что он ходит и бьет их палкой, которая, кстати, не разрушается. Вот это мне нравилось, что палка Да, остается да-да-да. палкой, у нее нет срока годности, как, например, в той же Ласте. Да, когда у тебя Срок палка годности палки. ломается, да. А тут ты просто ходишь, их фигачишь, или там пистолет, понятно, там заканчиваются патроны, но для меня это было возвращение в детство, в каком-то реально Сэрью Сэма, где ты ходишь и просто убиваешь этих монстров. Вот эта часть мне очень понравилась геймплейная. Но и мне очень нравится сочетание с загадками, потому что ты вроде бы вот тут поубивал монстров, а тут пошел какую-то загадку разгадал, и все это всегда на грани выживания. То есть даже загадки, когда ты выполняешь, ты всегда в опасности. И вот эта часть, я не знаю, я прям ее любила, потому что эти загадки позволяли чуть-чуть выдохнуть вот в этой напряженной атмосфере. Поэтому у меня Но тут это некий лайк. такой луп, да, игровой луп, где ты исследуешь разные локации, погружаешься вот в эту пучину какого-то хоррора, и при этом загадки, да, они немножечко как бы такие, Мгм. Разряжают чуть-чуть. как отрезки, да. Ну, главное геймплейное преимущество Silent Hill, что у Джеймса палка не Да ломается, это да. Больше супер! преимуществ нет. Я обожаю то, что палка не ломается. Окей. С Alan Wake'ом Ну, кстати, поинтересней. на самом деле, Silent Hill, вот вкину, что, классная геймплейная история, она была и в оригинале. Это вот этот приемник, который шумит. Да.
да, и он на самом деле такой белый шум, и он, подсказывает Приближение монстров. приближение монстра, и поэтому я вот все время находился в неком Мгм. таком тревожном ожидании, потому что он иногда шумит. А Я захожу в монстра нет. локацию, а монстра нет, да, и там потом вот эта прекрасная леди где-нибудь прыгает на тебя с Да. потолка, да, ты долбишь ее этой дубинкой, долбишь, долбишь, и вроде бы уже замочил, Она встала. а потом возвращаешься еще, нужен контрольный Да. шот, да, как, помнишь, в фильме "Зомбиленд", да? Там был лайфхак, что надо Да, обязательно добить. Так, а мы когда добивочный, да. играли, помнишь, мы друг другу кричали: подойди, "Добей добей, эту она суку, встанет!" добей!" Да. Просто лужа крови Да, и ты уже просто такая: стоишь "Всё уже равно 15 добей раз. уже", да. Но когда он после палки брал и ногой бил, значит, все, это финальный. Значит, это Я всё. отследила. Финально он бьет ногой. Окей, хорошо. Геймплей Алана Вейка, мне кажется, поинтересней. Ой, ну не знаю, Артемий, я готова орать. А, 1,5 часа мне в лицо Полтора опять? часа сейчас буду орать. Давай я сначала, в общем, оболью медом его, Давай, а потом а потом ты слишь. А В общем, для меня Alan Wake, на самом деле, пример классного геймплея именно из-за сочетания разных механик. Мгм. То есть, с одной стороны, у нас есть survival horror, который такой больше в экшен составляющую. Мне очень нравится задумка с фонариком, да, что прежде чем убить монстра, нужно сначала его, да, немножечко И не факт, что за этой засветить. темной штукой будет монстр. То есть они же некоторые просто развеиваются от фонарика. Да, но мне просто нравится сама вот эта вот Мгм. эстетика, да, что мы не просто стреляем в Ну этих да. сущностей, а что мы как бы сначала их освобождаем. И вот этот луч света, как некая такая метафора, аллегория. Ам, но самая клевая штука, которая, мне кажется, может многих раздражать в Алане Вейке, это придумка с чертогами разума у саги, да, Mind Palace, как он называется, там, Ну, Mind Space, э, я что то забыла. Бускаву. Headhunter. Ха-ха-ха. Ваша Да, ну, любимица. в общем, концептуально у двух героев, и у Алана, и у Саги, есть некие внутренние ментальные Но пространства, чертоги разума лучше всего в описывают, мне которые мы кажется. можем погружаться просто по нажатию одной кнопки. У Саги это некий такой mind place, где она проводит расследование. Это прям фигурально комната со стеной, где она вешает улики, разбросанными файлами, с картотекой. И она, разговаривая сама с собой, при этом ведет расследование. И это очень классная, мне кажется, вообще визуализация творческого процесса. По крайней мере, у меня есть такой mind place собственный. Он может быть чуть-чуть менее, знаешь, такой как бы а, Детективный? нет, чуть, ну, где ФБРовский? чуть-чуть, какое слово, чуть менее такой, знаешь, прибранный, да, у меня, наверное, более хаотичный. Вот, но это просто классная такая подсказка вообще, как творческие люди мыслят и как можно структурировать собственное сознание, да, вообще для придумывания чего-то. А у самого Алана Вейка, у писателя, у него, собственно, writer room, где он придумывает свои произведения, где тоже есть вот эти вот карточки. И супер классная геймплейная находка, где Алан Вейк, а напомню, он все время пытается выбраться из этой какой-то параллельной темной вселенной, которая на самом деле выглядит там часто как такой нуарный Нью-Йорк. Он может переписывать истории прям в реальном времени. То есть, например, мы находимся на какой-то локации, и мы берем и переписываем сюжет, что сейчас это сюжет уже не про, я не знаю, там, простое убийство, а про оккультистов или еще про кого-то. И вокруг меняются декорации, меняется модальность, поэтому вот эти вот такие, не знаю, нырки в разные модальности, в разные сущности, в сознание и обратно, для меня это прям офигенная находка. Может быть, истребление монстров, оно более рутинное, да, и загадки, в принципе, там тоже есть с этими там ключами какими-то, да, подсказками и прочее. Но вот эта история, даже не история, а геймплейная, вот эта сущность мне нравится безумно. Мне кажется, это офигенная находка, но думаю, что кому-то может не зайти. Ну, начнем. Давай, давай. Ам, часть, с писательской комнатой у Алана Вейка мне тоже нравится. И я, правда, тоже для себя отмечала, что, блин, как прикольно показан креативный вот этот процесс, творческий процесс. И когда мы играем за Алана Вейка, дисклеймер, я не любила играть за Алана Вейка. Мне больше нравилось играть за Сагу, чисто из-за сеттинга, обсудим потом, но у него как-то это так клёво работало, потому что реально вот мы, например, находимся в метро,
и мы переписываем этот сюжет, идем в его чертоги разума, и нам открываются какие-то новые проходы, новый смысл, новая сущность. В этом для меня был реально какой-то смысл, и мы прям видели, как все видоизменяется вот на локации. И мы дальше играли в этой локации. То есть вот это наше изменение на что-то влияло в самой игре. У "Саги", честно, для меня чуть-чуть странная эта штука по нескольким причинам. Во-первых, меня супер смущало, что если у "Уэйка" это все таки творческий процесс, и я верю в эту метафору, визуализацию, то у "Саги" как будто бы немножко эзотерическая тема, потому что она разговаривает с другими персонажами. То есть, Слушай, ну игра в ну целом погоди, немножко ну эзотерическая. да, ну погоди. Это то, что мне не очень нравилось, что окей, у нее затык в расследовании, она такая: "Щас я поговорю вот с этим чуваком", и она реально в своем майндспейсе идет к этому чуваку, с ним разговаривает, выясняет все вообще ответы на вопросы. Для меня это просто типа рояль в кустах, какой-то бог из машины, не очень рабочая штука. Сама задумка с этой комнаты прикольная, но знаешь, о чём я думала? Там, когда ты же развешиваешь вот эти карточки, ты там находишь всякие штуки на локации, уходишь в этот майндспейс, раскладываешь карточки, у тебя там все появляется. Механика офигенная. Но ты вспомни, что у тебя нет варианта повесить неправильную карточку. То есть игра, она прям в коробочке. То есть, от твоего выбора ничего не зависит. Она просто не будет вешать карточку туда, куда она не подходит. И меня раздражает, что вот эта штука ни на что не влияет. Если бы, например, игра давала более свободно нам, развешивать эти карточки, реально вдумываться в то, куда мы какую карточку кладем. И, например, сюжет уводился бы в другую сторону. Например, у нас бы появлялся неправильный подозреваемый, либо открывалась какая-то ложная локация. То есть, знаешь, чтобы вот этот Mindspace, он работал на сюжет. А получается, что есть сюжет, где сага, мы играем за сагу, ходим там по городу и так далее. Есть отдельно Mindspace, который очень сильно подчинен игре. Он не свободный вообще. И очень, ну, типа, я поговорю вот с этим чуваком, я не дам Я буду повешать себе защищать, карточку. я буду защищать, потому что, с одной стороны, идея классная у тебя, но мне кажется, она бы превратилась в очень такую, знаешь, массивную игру сложную. И, мне кажется, одна из идей Алана Вейка — это вообще верховенство текста, верховенство структуры. Я знаю. Поэтому вот то, что мы думаем, что мы свободны, а на самом деле мы в рамках жанра, даже мы сейчас с тобой в рамках жанра, у нас есть там 2 часа, 6 сплитов, да, и мы, как бы ни старались, мы будем в рамках структуры. И люди, которые, например, пишут сценарий, они тоже знают, что есть жесткая структура. Первый акт, второй, третий, центральное событие, поворотное. Поэтому в каком-то смысле здесь есть тоже метанарратив, что ты как будто свободный, но нет, ты в рамках структуры. Поэтому была бы, наверное, отдельная классная игра, да, вот вообще с вот этим майндспейсом. Ну, вот игра, в которую вот мы сейчас начали играть, это Immortality, да, тоже на самом деле как бы необычный на самом деле опыт, где мы в found footage вообще пытаемся разобраться, а что там произошло, да, с актрисой. И мне на самом деле нравятся вот такие а, вообще сеттинги, жанры, которые немножечко тебя, знаешь, вот так вот обращаются, апеллируют вообще к твоему процессу в голове и пытаются перенести это на экран. Но я согласен с тобой, что есть много "но", да, Ну, я же, да, рассуждаю, это как не и идеально, да. это ты все правильно говоришь, и я как, типа, там, создатель, автор все это понимаю, но я это смотрю как игрок. И мне, как игроку, кажется странным. Ну, короче, Mindspace для меня именно у "Саги" — это очень странное пространство. Это прикольная задумка, но она по факту реально просто бог из машины, который двигает сюжет, потому что так легко. Нет, нет. Кстати, странно, ты, дева, ты вроде любишь структурность. Ну, Почему вот тебе не это нравится мне не Mindplace? понравилось. Окей, в сюжете, на самом деле, Алана Вейка потом раскрывается, что этот ее Mindspace связан с "Темной обителью". И ты помнишь, там есть сцена, где она потом выходит из своих чертогов разума. Мгм. И я думаю, что вот эта вот ее, как ты говоришь, эзотеричность некая, она связана с тем, что темная сущность влияет на нее. Понимаешь, то есть это связь с сюжетом, Я Света. понимаю, но мне это вообще Ладно, очень окей, сильно раздражало. окей. Именно как это сделано. Я, вот сейчас чисто геймплейно Я говорю. согласен, что это может Это ни на что раздражать. не влияет. У Алана Вейка влияет прям очень ярко. То есть ты прям меняешь эту карточку, у тебя меняется локация. У Саги как бы тебя пропускают дальше пройти. Ну, то есть вроде бы это двигает сюжет, но для меня, наверное, не так, как мне бы хотелось, что ли. Давай по геймплею. Кому ты отдашь пирамидку? Опять же, вот у меня такая дилемма, что на словах геймплей Алана Вейка звучит охеренно, но когда я в него играю,
есть очень много моментов, которые мне не нравятся. Мне вообще не нравилось проходить ничего за Алана Вейка, кроме мюзикла. За сагу мне нравилось больше играть, но мне не нравилась вот эта логика Mindspace. То есть это вроде прикольно карточки переставлять, но сама логика мне не нравилась. И учитывая количество «но» в Alan Wake, я прям понимаю, что Silent Hill 2 у меня не вызывает такого количества «но», геймплей именно. И он принес мне сильно больше удовольствия. Как я уже сказала, вот это сочетание убийств монстров с загадками, что мы там отдаем пирамидку? Пирамидка точно уходит в Silent Hill. Для меня Alan Wake 100%. В целом, наверное, игры Remedy мне нравятся больше. И мне безумно понравился Control. Вот будет вторая часть Control. Я думаю, что они там еще больше развернутся. На самом деле прикольно еще в Remedy, что мы не сказали, что их вселенные на самом деле связаны между Мгм. собой. Игры, то есть они создают некую общую вселенную. Alan Wake связан с Control, да, и там есть отсылочки к друг другу. Но геймплей, все равно мне просто приятнее играть, потому что для меня геймплей — это ощущение, что тебе просто приятно играть, да. Приятно управлять персонажем, тебе интересно. Silent Hill, окей, пусть это будет задумка, вечные мучения. Для меня это все равно, знаешь, too much. То есть Silent Hill — это не та игра, в которую типа, блин, дай-ка я запрыгну в нее снова, да, как бы еще себе порежу. Поэтому здесь точно Alan Wake. 1-1. 1-1. У нас финальный босс. Перевоплощенная. Кто это? Мария? Мэри? Непонятно. Загадка. Перевоплощенная в супермонстра, которого надо убить, чтобы закончить эту чертову игру. Ненавижу этот эпизод. Потому что все боссы в Silent Hill супер вообще фи. Либо их не надо убивать, либо они вот такие, что с ними делать? Бежим. Джеймс, беги, беги. Вот после Resident Evil 4 прекрасного, где Леон очень хорошо двигается и вообще красавчик, играть Джеймсом вот в таких вот эпизодах — это просто какой-то трэш. Это сильно невыносимо. И хотя я очень защищаю Джеймса весь подкаст, я не принимаю его нерасторопность. Сдохни! Давай, давай, ты умеешь. Уколись, уколись. Ну, кстати, про геймплей. Ненавижу, вот зачем сделали два варианта лечения, если один вообще непонятно, как нажимается через раз вот этот шприц. Просто создатели игры, когда вы будете делать ремейк, уберите эту хрень, оставьте только сиропчики. Давай. Ну дай мне тебя убить. Чуть-чуть. Давай, давай, давай. Джеймс, не тупи. Фак. И вот он еще хочет с Марией уйти в какой-то из концовок. Ну все, девчонка, да, я сейчас ее дострелю, подождите. И вот так тебе. Это вот мне подсказывают полечиться. Блин, Свет, как лечиться? Я вот вообще не понимаю, как лечиться. Вот я просто долблю треугольник, и это... Блин, это как будто, знаете, в реальную больницу проще съездить и полечиться, блин, чем этого гражданина полечить. Третий сплит у нас посвящен героям и их психологической достоверности. Нам было именно этот аспект интересно разобрать с тобой. Потому что хорроры все-таки психологические у нас обе игры. И мне кажется, тут интересно поковыряться
каким героям мы верим больше, а может быть, всем сразу. Я начну, наверное, с Silent Hill. Не знаю, простите, я очень впечатлена этой игрой. Ам, ну, вот тут надо постараться, конечно, без спойлеров главных. Но мы уже много раз сказали, что Silent Hill 2 — это погружение в подсознание нашего главного героя Джеймса. И мне кажется, что чисто психологически герой очень сильно и очень хорошо проработан. Не только, кстати, Джеймс, но и второстепенные герои. Как мы уже упоминали, там есть Анджела, которую мы периодически встречаем, девушка, которая ищет свою маму, не может найти. А есть Эдди, который переедает, он постоянно, мы его находим в каких-то помещениях с трупами, он прям очень Ну, это герой, которого агрессивный. булят на самом деле, да? То Да, есть у у него каждого героя ожирение, там есть очевидно. какая-то основная Да, психологическая вот у травма. Эдди ожирение, и он там говорит в процессе вот этих кат-сцен, что над ним издевались, и пока он однажды не убил, по-моему, собаку, а потом, как мы понимаем, перешел на людей. А Анджела — девушка, которая переживала в детстве насилие, Абьюз, да, да. насилие от собственного отца, и это тоже в игру потом, кстати, ложится. Помнишь, там есть эпизод, где мы, ну, от лица Джеймса бегаем по лабиринту комнат, и за нами бегает существо, похожее на двух людей, лежащих на кровати. И там есть место, где можно спрятаться, это шкаф, где лежат вещи Анджелы. То есть мы ей помогаем выбраться из этого. И у нас есть маленькая девочка Лора, ну, не знаю, наверное, ей лет 7-8 на взгляд, на первый. Она периодически тусуется вместе с Эдди или одна. И очень интересно, что эта девочка, ее присутствие очень сильно пугает, потому что, играя за Джеймсом, мы видим Silent Hill как город опустевший, заброшенный, населенный монстрами. А кажется, что Лора не видит никаких монстров. Она очень легко запирает Джеймса в каком-то помещении, по-моему, в больнице. Мгм. Она очень легко, свободно везде перемещается и бегает, и по диалогам с ней в кат-сценах мы прям понимаем, что она не понимает, о каких монстрах говорит Джеймс. И это прям очень сильно пугает, потому что это ребенок, который, кажется, в этом городе ничего не видит плохого. И на самом деле каждый этот персонаж, мне кажется, выписан как-то так подробно и так идеально, и я каждому персонажу верю, и я понимаю как будто бы боль абсолютно каждого, и могу расшифровать для себя историю каждого персонажа, ну, находясь в терапии, понятно. Э, и я даже смотрела, есть некоторое количество роликов, где Silent Hill разбирают именно психотерапевты. И там понятно, что авторы видео задают разные вопросы про Джеймса, про его травмы и так далее. Но вот несколько роликов таких видела, и каждый психотерапевт прям очень подчеркивает, что действительно персонаж прям очень хорошо проработанный, прям достоверно. И классно придуманный, потому Мгм. что, мне кажется, сложно Silent Hill перенести в другой формат медиа, потому что это работает именно как игра. Потому что если бы это был сериал, Мгм. то он бы так не воспринимался, потому что на самом деле игровых сцен там больше, чем сцен, то есть кат-сцен кинематографических сцен. И мне кажется, именно как игра, на уровне игры эти персонажи заходят, да, и они как бы вот чувствуются, воспринимаются так, как это задумано. Еще что мне нравится в Silent Hill именно про Джеймса, что по ходу игры он на самом деле визуально очень сильно меняется. Можно обратить внимание, что у него одежда становится более потрепанной, такой грязненькой, у него появляются мешки под глазами, и прям видно, что он измученный этим пространством, он измученный своими вот этими приключениями, этим погружением в себя. И мне кажется, я просто боюсь как-то спойлерить какие-то вещи, но для меня то, зачем Джеймс приходит в Silent Hill, то, что он там собирает, и тот финал, к которому он приходит, это так достоверно. Ну, там есть, извините, все таки разные финалы, да? Да, но я к финалу, который не финал игры, а предфинальная вот эта М. сцена, что произошло на самом деле с ним, с его женой, мне кажется, с самого начала до конца это как-то так идеально собрано именно в плане процесса самого Джеймса. Вот у меня вообще нет к этому вопросов, если честно, к этому персонажу. Он какой-то вот прям идет канонично по этому пути. Ты рассказала про героев, я в целом с тобой согласен. Наверное, здесь я больше хочу поговорить про злодеев, про монстров, потому что все равно это часть вот этого бестиария, часть восприятия Мгм. от персонажей. И монстры в Silent Hill, они, конечно, невероятные. Вот, я искал тоже референсы, которыми Мгм. вдохновлялись, создатели. Помимо "Лестницы Иакова", которую мы уже упоминали, вот есть такой известный артист, Ханс Беллер, по-моему, Мгм. и он создавал всякие
странные такие криповые куклы. И вот мы здесь видим нашу вот эту прекрасную героиню, да, на заднем плане у тебя стоит пирамидоголовый. Но интересно, помимо того, что эти монстры жуткие, странные и прочее, главный ключ, который можно дать, все эти монстры — это на самом деле проекция сознания. И классно в Silent Hill, что вот ты говоришь, что Джеймс вот так видит историю, другие герои по-другому. Вообще кайф вселенной Silent Hill, ну как кайф на самом деле, и мучение, ужас, и паранойя в том, что каждый герой видит некое свое воплощение вот этого города. Этот город, он как бы призывает к себе и показывает каждому герою некий свой персональный ужас. Поэтому, опять же, без спойлеров, все вот эти монстры, которых встречает Джеймс, это некие проекции, да, его сознания, а может быть и нет, потому что игра всегда тоже играет с нами, да, вот, а реально это или нереально, а проекция это или нет. Поэтому монстры здесь жуткие и великолепные, и этих героев по-своему дополняют. Ну, что мне нравится по поводу монстров в Silent Hill, я помню, что мы когда с тобой играли, мне супер было интересно, к чему все идет и что мы на самом деле видим, чью там проекцию, о чем она и так далее. Я прям обращала внимание, что все монстры каким-то образом напоминают женщин, возможно, стриптизерш, они какие-то сексуализированные, то есть есть монстры на каблуках нарочитых. Наша манекенщица — это вообще соединенные 2 нижние части тела женщины, то есть у нее ноги сверху и снизу, она в бинтах. И они все какие-то такие. Что бы И сказал Фрейд? вот это интересно. И они все медсестрички, они же тоже такие сексуализированные. А вот, как я уже сказала, монстр как 2 человека на кровати под простыней. И вот все вот это пропитано какими-то как будто фрейдистскими символами. И это очень интересно. Мне нравится, что все монстры подчинены вот этой логике. Это заставляет задумываться, а чё вообще происходит, почему Джеймс их видит, почему именно они на Это него вообще нападают. такое преступление и наказание, и Кавка, да. И удивительно, что вообще современный человек на 20 часов готов погружаться вот М, в эту всю чудесную меланхолию. Давай Алан Вейк про героев. начинай. Я начну. М, Мне вообще нравится вот эта вся эстетика Алана Вейка, писатель, его страдания, его мучения, вот это расслоение личности. И, наверное, здесь тема непосредственно связана и с героями. Потому что главный герой, один из главных героев, я напомню, это Алан Вейк, писатель. И есть сага агент ФБР и много-много россыпь второстепенных персонажей, в том числе Алекс Кейси, которого играет, собственно, сам Мгм. Сэм Лейк, да, культовая персона. Там есть жена Алана Вейка, которая фотограф. Там есть группа вот эта Gods of Asgard. То есть на самом деле там куча-куча творческих личностей. Писатели, фотографы. И на самом деле агент ФБР там тоже личность творческая, которая креативно подходит к процессу расследования. Поэтому для меня это вообще такое исследование творчества через разных героев. Но что самое важное — это исследование темных сторон творчества. И здесь прямой референс — это «Сияние», и наш любимый Джек с топором, которого не получилось дописать пьесу, он решил зарубить семью. Это «Тайное окно» Кинга, да. И, в принципе, любимая тема Кинга, на что готов пойти вообще творец ради того, чтобы закончить свое произведение, стать успешным. И мне, в принципе, нравятся такие парадоксальные, странные персонажи, которые глубоко творческие, да, и от этого на самом деле супер сильно травмированные личности, потому что Алан Вейк застревает в этой темной обители, да, не будем спорить, что там происходит с его женой. Сага тоже постоянно на грани жизни и смерти, и в переживаниях, да, за своих там близких и прочее. Поэтому, в принципе, наверное, если вам нравятся истории про творцов, у которых все идет по одному месту, и про сложный процесс, творчества, потому что Silent Hill — это все таки про какие-то глубинные травмы, и не все готовы туда заходить. То Alan Wake — это все таки такое модернистское, постмодернистское произведение, да, которое
пытается немножечко осознать современную культуру и современных вот этих людей, которые, в принципе, дерзнули что-то делать. Вообще что-то делать фильмы, делать спектакли, делать игры и прочее. Поэтому я, в принципе, обожаю такие произведения. Поэтому здесь для меня, персонажи Алана Вейка — это как просто носители, которые на знамя берут вот все вот эти Так, но вещи, про которые я психологическая говорю. достоверность и глубина тебе как в Алане Вейке? Психологическая достоверность и глубина, ты знаешь, ну, мне кажется, она есть, потому что здесь все показано, наверное, от, например, лица писателя, М. и как вот эти муки творчества. Честно, иногда это ощущается как некие страдания, но я могу сказать, что также работает и в Silent Hill. То есть это все персонажи, которые такие немножко выкрученные, да, в плане своего психологизма. Ну, это особенность вообще этого жанра, да, что там нам показывают вот героев и их некие другие стороны. Что ты думаешь? Очень сложно мне говорить здесь про Алана Вейка, потому что мне опять, вот на словах мне все очень нравится, как ты описываешь, и меня это как-то заводит, и мне как будто бы интересно в это погружаться. Но я, когда начинаю, знаешь, выделять одного персонажа, вот я беру Джеймса из Silent Hill 3, ой, 2, и я прям вижу его арку, я понимаю, про что этот персонаж, я понимаю, что мне в нем интересно, какой он, я вижу его надлом, я вижу его историю, я понимаю, к чему он идет, как он себя там обманывает или нет. А я беру Сагу или Уэйка, и я не понимаю, что это за персонаж. Они типа для меня очень неосязаемые, что ли. То есть для меня это какая-то функция, вот да, типа человек-писатель, человек-расследователь, детектив, там, человек-музыкант, но у меня не складывается это в единую Но там на какую-то. самом деле есть арки. Они просто немножко там по-другому работают. И я уже говорил, что и мы с тобой оба сказали, что на самом деле на что похож Алан Вейк — это третий сезон Твин Пикса. Вспомни третий сезон Твин Пикса. Там вообще тема злых двойников, Да. тема разных модальностей. То есть если, вот препарировать третий сезон "Твин Пикса", в нем как бы тоже сложно разобраться, а какую арку там совершает Ну, Купер там знаешь, в чем и в прикол какую третьего сторону. сезона Твин Пикса? Что существуют первые 2, и ты все равно на Купера смотришь, как на старого доброго Купера, пусть он и Существует измененный, первый Алан Вейк. который я вообще сюжет вообще И даже не существует пытаюсь понять. контрол. Света, просто поиграй в остальные в эти игры. Нет, ну я с тобой согласен, что, вот именно такое как бы, как законченное и наверное, и произведение, и как персонажи с некой понятной аркой мотивации, да, наверное, более все это консистентно в Silent Да, Hill. мне сложновато, и мне, конечно, очень интересна тема творчества и темных сторон творчества, 100%. Но все таки если быть честной с собой, мне интересна терапевтическая часть больше. Мне интересно, как человек проживает эти свои мучения, страдания. То есть Так мне, в Alan Wake это тоже есть. Это блин, тоже есть в Alan Wake. как герой, наверно, мне все таки будет ближе Джеймс. Интереснее именно для рассматривания и для играния. Вот очень Блин, сложно мне Джеймс с Алан меня Вейком. просто вот 20 часов терпеть этого Джеймса. Блин, а Просто это Алана Вейка я невозможно. терпела сколько? Блин, ну, во-первых, ты можешь переключаться между Да, и Вейком мы или больше за Сагу Сагой. играли в итоге, потому что Алан Вейк Не, ладно, в бесит. общем, психологическая достоверность — это на самом деле вообще отдельно интересно, да? В этих субстанциях находиться — давай. Что мы тут просто от чего мы отталкиваемся? Герои вообще в целом или что? Психологическая Ну, достоверность? Какой герой больше нравится? нет, смотри, давай просто возьмем совокупность. У нас есть герои, у нас есть их достоверность психологическая, да, как часть героев. У нас есть монстры, которые на самом деле связаны с героями, потому что они создают некую цельную систему образов. Вот у нас в Alan Wake есть герои и злодеи в виде этих темных сущностей, злых двойников, и как это все между собой соотносится. Давай глобально. Потому что психологическая достоверность — это просто некая такая, как бы, да, вот, добавочка. Кому ты отдаешь? Судя по тому, как ты топишь Вейка и продаешь вот Джеймса, ты орала на него 20 часов, Я потом на орала меня. на него, но тогда я еще мы тогда еще не прошли Алана Окей. Вейка. Но как-то по собранности все равно у меня Silent Hill здесь в игре, я ничего не могу с собой сделать. Хорошо, но здесь для меня все таки Alan Wake, да. Несмотря на то, что мне безумно нравятся монстры из Silent Hill, и М. все, что ты говоришь, во мне отзывается, но просто вот чисто какая-то, я не знаю, у меня есть любовь к произведениям про творцов, и про их фейлы, и про сложности. И вот, честно, на меня как-то это, как концепция, больше производит впечатление, потому что
Ну, преступление и наказание, блин, я не пересчитываю это мучение, Я понимаешь? пересчитываю. Ну, Вот именно, ты что ты испытываешь? да, ты берешь концепцию, ты не берешь отдельно героя, понимаешь? Ты берешь Я беру концепцию совокупность образов, произведения, ты я беру берешь концепцию совокупность образов. произведения. По концепции произведения Алан Вейк хорош. Но когда ты берешь отдельных персонажей, для меня, ну, не до конца работает. Я не до конца складываю каждого из них. Я не до конца даже понимаю каждого, про что этот персонаж. Ну, типа, мне Перепройди. нравится, что Алан Вейк, например, если брать еще первую часть, что это писатель, который впадает в кризис, и он едет куда-то, исчезает, в какой-то там темной материи находится и вот пытается выбраться. Это вроде бы прикольно, но в итоге у нас все уходит. Ну, это уже, конечно, история про финал. Видимо, я настолько разочарована этим, что у меня не собралось. И сага для меня слилась в конце абсолютно точно. То есть они так Давай клево это отдельно все давай отдельно поговорим про вытягивали. финал. Мы уже с тобой Да, раздали я пытаюсь с этими пирамид. персонажами разобраться, чтобы справедливо оценить, потому что мне кажется, ты здесь все таки говоришь про концепцию всей игры и произведения, а не про персонажей. Нет, я здесь говорю про персонажей, потому что для меня персонажи — носители идеи все равно, понимаешь? И на уровне, смысла мне нравятся оба эти героя. Мне нравится, замороченный писатель в кризисе, у которого раздвоение личности, у которого куча этих доппельгангеров, и вот эта вот, сага, агент ФБР, который в чёрт мне просто нравится. Ну, честно. То есть, герои в Silent Hill, они как они могут нет, тут плохое слово "нравится", да, они классно придуманы, но это для меня too much, понимаешь? А для тебя ок. Ну, меня да. Кому арбуз, кому свиной хрящ. Света, это шоу "Сплитскрин". Так Мы я ж все тя не убеждаю, я тебе просто говорю, что мы точно на одной территории. согласен. Не на территории я герой, а ты концепция игры. Типа нет, мы на территории героев. Твоя пирамидка идет Это, конечно, Silent Silent Hill, моя Hill. Alan Wake. Погнали Окей. дальше. Такс, мы в Silent Hill. На самом деле моя любимая часть игры — это когда мы ходим по городу. Мало того, что он атмосферный, и хоть он выглядит пугающе, но после любой локации, в которой ты проводишь, 4 часа, сначала в обычной, потом в измененной, выйти в город — это просто выдохнуть. Это трупсик. Кстати, интересная штука, что это труп, скорее всего, Джеймса, нашего главного героя. Это по одежде даже видно. Есть офигенная теория, которая мне очень нравится, которая говорит о том, что Джеймс на самом деле застрял в лупе, и он не может выбраться из Сайлент-Хилла. Он повторяет этот путь снова и снова, и доказательства тому разбросанные по игре трупы вот такие, как мы видели сейчас. Он есть еще в каком-то отеле, и в целом по улицам он валяется. Это прикольная теория, что он не может искупить свою вину. Иди сюда. И возвращается в Silent Hill снова и снова. Звучит прикольно. Психологичность как будто работает, но и жутковато. -1. Ну что, четвертый сплит? Мы сделали наглость, конечно, за которую нас могут судить, но мы решили объединить немножечко сеттинг и визуал. Знаем, что и понимаем, что это очень разные вещи, но подумали, что когда мы будем это обсуждать, так или иначе, оно будет переплетаться у нас. Дисклеймер. Это был дисклеймер. Нет, я же скажу дисклеймер. А а щас дисклеймер. А сейчас дисклеймер. Сеттинг, ну, по крайней мере, для меня это такая совокупность, на самом деле, разных вещей про игру. То есть это место действия, это герои в каком-то смысле. Ну, это восприятие от, визуала, где происходит место, да. Лор — это нечто большее, то есть лор — это глобально. Туда входит сеттинг, туда входят Устройство мира, персонажи, туда короче входит, на говоря. самом деле, в каком-то смысле есть и связь с геймплеем. Это такая вот просто вот история мира, да. Сеттинг — это места действия, и, ну, мы решили объединить сеттинг с визуалом, потому что в одном и том же сеттинге можно рассказать истории разной тональности, в том Мгм. числе разного стиля. Но у нас обе игры — это survival horror, да, это такой, ну, достаточно реалистичный, да, 3D экшен, точнее 3D хоррор. Поэтому мы решили, в общем, объединить эти сущности. То есть как на самом деле эти игры выглядят и Мгм. как они соотносятся с местами действия. Ну, вот Мгм. так вот я Ну, вот вот так так вот как-то вот вот мы так вот вот так мы вот как-то что то накрутили. придумали. Ну, Да, сейчас окей, как-нибудь сеттинги. Ну, разберемся. давай можно я начну с, сеттинга? Конечно, Silent Hill — это каноничный сеттинг.
это вот этот город заброшенный, туман. Кстати, для меня было удивление, что это курортный город. Вот как-то никто не говорит Silent Hill — курортный Ну, город, потому что он так да? не выглядит. Геленджик. Я даже Ну, не потому не что там есть задумывался, что там есть озеро, озеро, что там на самом деле есть, в принципе, где отдохнуть, снять на номерок, лодочке покататься на покататься. лодочке, да. То есть, если вот, мне кажется, кого-то прижать к стенке и спросить, что такое Silent Hill, то это какие-то индустриальные Ну да. пейзажи, вот эти вот, заброшенные улицы, где газеты прилипают к лицу, да. Вот. Но Silent Hill — это, конечно, каноничный сеттинг. Это туман. И, наверно, в Silent Hill, что я больше всего люблю в сеттинге — это вот это ощущение ржавчины, на самом деле, гниения. Ну, не то чтобы я это Норм. не то чтобы я это люблю, Мгм. но это производит мощное впечатление, потому что в Silent Hill есть, следующий прикол. Например, ты проходишь уровень, ты находишься где-то в отеле или в больнице, и потом бам! Меняется модальность. Ты в той же самой локации, но все становится таким более старым, замшелым, да? И вот это вот переключение модальности, когда ты видишь эту фактуру, в которой ты находишься, это реально производит прям такое Мгм. сильное впечатление. Ты знаешь, вот это апсайлент-хилить. Когда ты С была апсайлент, когда ты была вот в этой локации, и тут она меняется. И, когда мы в это играем, мы понимаем: "Блин, а это, похоже, что-то значит", да. Мгм. Это, похоже, какой-то образ, это какая-то метафора. Поэтому, наверно, Silent Hill как метафора это клёво. В принципе, игра по современным меркам тоже выглядит, прилично. Но вот при этом, знаешь, мне тоже нравится вот эта смена модальности. И вообще, я, по-моему, читала или тоже смотрела какое-то интервью, что на самом деле в Silent Hill 3 модальности. Первая — это просто город, который, оказывается, населен людьми, но это не все видят. Я так понимаю, Лора — одна из тех, кто видит нормальный город, маленькая девочка. Silent Hill заброшенный, которого видит Джеймс. И вот этот Silent Hill изнаночный, назовем это так, Мгм. который вообще с монстрами, гниением, вот этим всем. То есть есть 3 состояния, и вот Джеймс застаёт 2 из них. И, с одной стороны, мне нравится эта механика, что, приходя в какое-то здание, ты проходишь его сначала просто, потом вот в этом ржавеющем, гниющем состоянии. Но на деле мне кажется, что в какой-то момент есть усталость от этого, потому что это действие повторяется раз, мне кажется, 8 или 10. То есть сначала мы в отеле так делаем, потом мы в больнице так делаем, потом мы ещё в каком-то гостиничном комплексе так делаем. И получается, что ты, заходя в новое здание, в новый этот многоэтажный лабиринт, Предвкушаешь. да, ты проходишь сначала одну модальность, потом вторую. Из-за того, что это одно и то же, в какой-то момент уже не так интересно становится. То есть оно, конечно, всё равно ещё захватывает. И вот когда мы спустились в тюрьму, там уже поменялась вот эта логика немножко, это было прикольно. Но глобально, мне кажется, есть минус у этого сеттинга, что он прям именно Ну, это такой сеттинг, который на самом деле зациклен, цикличный, и в да. какой-то момент он становится Да. предсказуемым. Опять же, возможно, это не баг, а фича, Ну да. да? И ровно так, создатели хотели на нас, воздействовать. Ну да, и может, ты уже в какой-то момент даже расслабляешься, попадая в очередной отель и понимая, что, ну, вот щас будет вот это, потом мы перевернёмся. И такое чуть-чуть уже есть более расслабленное состояние, потом бах, и какая-то новая штука на тя выпрыгивает, какое-то правило меняется. Это в целом работает. Я прям понимаю, что глобально под конец игры мы с тобой уже думали: "Блин, да когда эти локации уже закончатся?" Потому что хотелось уже ответов на вопросы, чего-то нового, хотелось выйти на улицу. Кстати, улицы достаточно мало в Silent Hill, и каждый раз, Глоток замучившись, свежего тумана. да, когда ты замучился в этой больнице, провёл, не знаю, 4 часа и уже хочешь просто выбраться В оттуда. очереди, да. М-да, с этими бабками, с талончиками. И очень клёвое ощущение выхода на улицу, оно прям такое расслабляющее. Но есть, мне кажется, у этого некоторый минус всё-таки. Но если говорить про, знаешь, про вот этот город как герой, мне кажется, он именно клёво создан, что всё-таки воображение Джеймса, его состояние влияет на состояние этого города. И эта вот взаимосвязь главного героя этого города, она очень клёвая. Мы с тобой не поговорили о звуке, и мне кажется, что в Silent Hill звук — это вообще как отдельный, герой. Конечно, звук — это и часть геймплея, потому что мы говорили, что внутри есть приемник Мгм. Подсказывающий. который акцентирует, присутствие монстров, но звук действительно является такой важной частью. Как, кстати, и у Линча в "Голове ластики", да, звук как отдельный герой, который на самом деле много хоррор-составляющей идет из-за звука. Поэтому
Я просто это к чему, что часть сеттинга Silent Hill — это город, который звучит. Это не только город, который туманный, Мгм. это город, который имеет вот эти нойзы постоянные, да. Где-то там что-то, какой-то белый шум, какой-то плач, какой-то Ну скрежет. да, Это то город, девочка полный звуков. где-то плачет, где не должно ее быть, то какая-то кошка. То есть есть звуки, которые даже ни к чему не ведут на самом Да, деле, да. но Прям пугаешься. Да, есть головоластик, такое. реально. Сеттинг, Алана Вейка, он, наверно, более сложный в каком-то смысле, Круто. потому что он, состоит из, разных модальностей, из разных локаций. Там есть вот этот основной, провинциальный городок, такой кинговский, Брайан Да что, Фоллс, твинпиксовский, абсолютно. твинпиксовский, кинговский. С другой стороны, есть, как мы говорили, чертоги разума и обители, которые тоже составляют, Мгм. часть сеттинга. Интересно, что большую часть времени, играя за Алана Вейка, мы находимся, как мы сказали, вот в этой темной обители. И это такой нуарный Нью-Йорк с небоскребами, с подземками, с неоновыми улицами. Есть такой вайб Макс Пейна, поэтому мне на самом деле эти эпизоды нравились. Такие контрастные изображения, неон, дымка. А, играя за сагу, большую часть времени мы находимся вот в этом провинциальном городке с трейлерами, с кафешками, и на самом деле мне нравится в Alan Wake, что они придумали вот это всё переплести. У нас есть, разные локации, разные модальности, при этом как будто бы мы говорим все равно про нечто единое, да. Ну, и мне кажется, что вообще Alan Wake, я просто много играю в игры достаточно. А, это игра, которая на самом деле выглядит потрясающе. Она выглядит очень классно, особенно как там сделан Нью-Йорк. И многие игровые сцены, они, правда, просто завораживают. То есть, это, конечно, часть, как бы технического некого достижения, да, но на меня глобально сеттинг Alan Wake производит тоже определенный эффект. Ну, я здесь соглашусь, что сеттинг Алана Вейка более изобретательный. И правда, вот это переключение Нью-Йорк — маленький городок. Я больше люблю маленький городок, потому что это вот тот самый уютненький Твин Пикс, в котором есть временами какие-то жуткие штуки. Но, опять же, мне очень нравятся эпизоды в отделении полиции. Мне нравится, что там есть «Оу Дир» кофейня, где они пьют этот кофеёчек. И на самом деле референс — это Double R кафе, оно там также выстроено. То есть для меня это какой-то уютный городок с чертовщинкой. Эти эпизоды прям супер, хотя Нью-Йорк тоже офигенно сделал. Просто, опять же, именно часть Алана Вейка мне не так сильно нравилась, но сам город, правда, очень круто сделан. И визуально я согласна, что после Silent Hill 2, где у тебя большую часть времени на экране туман, и это на самом деле достаточно хитрый ход. Тебе не нужно прорисовывать какие-то там, знаешь, детали, можно убрать их в туман, это офигенно работает, но глобально после Silent Hill 2, когда ты включаешь Alan Wake 2, я офигела от картинки, от того, как это выглядит, насколько это проработано, что я могу в любой уголочек подойти, и там все чётенько. Ну, то есть в этом плане, конечно, Alan Wake сильно выигрывает, и на контрасте это очень сильно чувствуется. Наверно, с точки зрения визуала и проработки, я думаю, что у каждой этой игры была какая-то своя Ну задача, да. да, как она воспринимается. Но я думаю, знаешь, вот, сложно сравнивать эти сеттинги, они, мне кажется, равно великие. Мгм. Но я здесь смотрю, в каком бы сеттинге хотелось оказаться мне, и я думаю, что для меня это, конечно, Alan Ну, Wake, да. естественно, часть саги. Вот, да, да. Я бы оказался в Alan Wake, поэтому, моя пирамидка идет Alan Wake здесь Ну, за сеттинг и наконец-то и визуал. моя туда же идет. Ну, в общем, ты Рада. не топишь, да, гениальное творение Remedy? Нет, я считаю, что Silent Hill гениально придуман в плане сеттинга и визуала. И вот этот прием с туманом мне капец как нравится и разложением пространств. Но мне кажется, тут объективно Alan Wake выигрывает чисто по, знаешь, какой-то современности, почему-то проработанности. И при этом Silent Hill — это канон, да, Да. вечная классика. Окей, хорошо, пирамидка уходит Alan Wake. Так, я снова за Alan Wake играю. Блин, прикольная локация, это подземочка, и тут, на самом деле, у меня прям флешбеки Макса Пейна. Я очень жду, когда они сделают ремейк. Там тоже, если помните, был уровень в подземке. Прям хочется тут прыгнуть в слоумо. Но тут можно только фонариком светить черных гопников. Вот тут у нас... тут будет сейчас жесткий, по-моему, эпизод. Да-да-да-да-да, за мной сейчас гонится вот эта сущность злючая. Блин, да что ты так медленно бежишь? Да, есть несколько таких эпизодов.
Прям мрачняк, короче, супер напряженно, прикольно. Прикольно, он так назад оборачивается, еще такой, типа, кто там, кто там. Блин, я успел. Темная сущность. Прикольно, мокренькие стены тут такие всякие. Мох, смотрите, блин, какой мох 3D-шный, реалистичный. Да, что-то все это сужается, этот мох. Это ж какая-то жесть будет по-любому. Люблю, когда природа есть в играх. Вот смотрите, мох красивый, водичка какая-то. Я еще помню, здесь есть жесткая сцена с бабкой. Она неприятна. А, кстати, писательская комната, да, вот. Причем, смотрите, как быстро. Раз нажимаю, и я в писательской комнате. Блин. Вот у меня так работало творческое вдохновение. Следующий сплит наш, Света. Это какая игра пугает больше? Все-таки О это да. хоррор, это survival хоррор, да? Мы на территории ужаса с тобой Ну, я находимся. сейчас расскажу тебе про ужас. Я хочу один дисклеймер сделать. Один coming out. Ну, тот самый, который мы Тот обсуждаем самый? весь Нет, выпуск. это не тот самый. Ты знаешь, я люблю хоррор-игры, но честно, а, мне 38 лет. Это камин-аут. Нет, ну, понимаешь, прошло время, когда, я не знаю, я мог с друзьями сидеть, и играть за одной консолью. Сессионки я не очень люблю, то есть мультиплеерные игры. Вот. А сейчас, в общем, это как, в фильме "Френдшип", да, нашем любимом. В общем, найти друга, чтобы, погонять с ним, в Silent Hill, нынче не так просто. И честно, вот, например, Silent Hill я бы один не отважился играть. И, наверно, это некий такой вообще, призыв наших с собой зрителей, слушателей, попробовать найти компаньона на эту историю, потому что мы с тобой обе эти игры проходили вместе. И это классный экспириенс. Потому что, страшно, но не так. Потому что в соло играть в Silent Не, Hill жесть. ночью, ну, это прям надо иметь крепкие нервишки. Вот на самом деле фильм, опять же, я не знаю, я смотрю какой-то фильм, я могу там отвернуться, не знаю, там зажмуриться, закрыть глаза. Игру не пройдешь. Поэтому, мне кажется, многие вообще не вступают на территорию там survival хорроров, игр, потому что это просто, блин, страшно. Да, да мы даже Silent Hill играли днем чаще или утром, Ну, вечером вечером, да, редко с включенным с светом. включенной лампой, да. То есть мы как-то сетапили вот эту всю историю. И здесь на самом деле просто лайфхак: попробуйте найти партнера на эту историю, Как да. минимум, вам будет в кого Да, поорать. я не знаю, там, друга, подругу, маму, сына, я не знаю кого, father, mother, sister, brother. В общем, кого-то, кто есть под рукой, и попробуйте, засплитить этот experience. И мне кажется, это лайфхак, когда вообще хоррор-игры могут зайти. Мгм, Потому что мгм. вдвоем не так страшно, все равно прикольно, можно поорать, можно посмеяться. И, честно, это отдельный клёвый вообще экспириенс совместного прохождения Да, это хорроров. было клёво. Кто не пробовал, пробуйте, затаскивайте в свое увлечение и, в общем, кайфанете. Поддерживаю. А если говорить про вообще страх, да, это наш М, сплит, что больше пугает. да, можно Что я больше начну? давай, давай, давай. Просто до того, как мы начали играть, Артём мне, закидывал удочку, что вот есть страшная игра Silent Hill 2. Мне кажется, мы тогда даже ещё не придумали, что будет такой выпуск. И ты мне говорил, что вторая по страшности игра — это Alan Wake, но ты не готов в неё или ты играл, но бросил, потому Я что было бросил в какой-то страшно. момент, Да, да, что я было бросил в какой-то страшно, момент. и что ты хочешь перепройти, попробовать полностью вместе. И я, конечно, готовилась к тому, что и то будет адски страшно. Я до этого в хоррор-игры не играла. Я смотрю периодически хоррор-фильмы. Но, как ты сказал, правда, в хоррор-фильмах ты пассивный наблюдатель, ты можешь закрыть глаза, смотреть вот так, и как бы ты спасен под одеяло Я так всегда и залезть. Ну, смотрю, вот да. так мы и смотрим, да, одним глазом. А в хоррор-игре ты, правда, единственный способ не идти в страх — выключить игру и дальше не ходить. У меня подготовка была такая, что сейчас будет гиперстрашно. И на самом деле Silent Hill 2 был реально очень страшной игрой. Я помню, что для меня вот самые страшные первые моменты — это когда мы оказались с улицы, мы зашли в первую нашу локацию. Это, по-моему, был отель, да, вот этот, или жилой комплекс. Я уже не помню, что именно там было первое. Когда у тебя куча темных коридоров с кучей дверей, и в каждую дверь надо заходить. И я помню, с каким облегчением я вообще сидела, когда двери оказывались закрыты. И я просто сидела и думаю: "Пожалуйста, будь закрытой, пожалуйста, будь закрытой". Потому что это как будто
освобождает тебя от страха, который, таится за этой дверью. И это было прикольно в начале, что реально страшно было проходить игру. Но да, ты понимаешь, ты либо идёшь туда, либо нет. И я помню, что какие-то эпизоды я прям давала тебе играть. Я говорила, что я не буду его проходить, я не буду проходить боссов, я не буду заходить в эти страшные комнаты. И вот этот был момент в Silent Hill, первая половина игры, когда мы друг другу перекидывали джойстик, потому что никто из нас не хотел идти в какие-то страшные локации, особенно в подвалы, какие-то такие штуки, потому что это реально очень сильно пугало. Вот это напряжение, что ты ждёшь, что щас будет Это бабайка. страх, но это и челлендж, Да. потому что мы всё-таки с тобой, говорим и про, наверно, отчасти, зачем вообще играть в эти Мгм. игры. И я думаю, что терапевтическая функция в этой игре есть, потому что ты видишь страх, ты осознаешь его, и ты идешь в него, и ты идешь в него, да. И в этом есть какой-то эффект, что как будто бы просто, знаешь, я становлюсь немножко смелее в Да. этом смысле, да, что, блин, мне страшно, ну окей, давай-ка попробуем, да, давай-ка посмотрим на это вообще, в лицо страху заглянуть, Блин, я да, вот это в на целом себе вот я интересно. се тоже это даже выписала, проговорить, что если на старте у меня реально всё тряслось, и тоже не дашь соврать, что когда выпрыгивала наша манекенщица, я часто подпрыгивала и пугала тебя тем, что я подпрыгиваю, потому что она реально внезапно появляется, она ещё своими вот этими верхними ногами тебя вот так вот бодает, как коза какая-то. И это очень пугающие моменты. Но чем дальше мы играли и чем больше я играла сама, а не смотрела, тем я становилась смелее. И помнишь, я те под конец уже я прям чувствовала агрессию. То есть мой страх сменился агрессией, и я говорила: "Ща я пойду всех отпизжу вообще в этой комнате". И я реально просто уже не просто аккуратненько Да, открывала дверь, я да-да-да-да-да. просто врывалась и начинала Да, да, калашматить. появляется вот этот вот на самом деле адреналин и как вообще реакция на страх, да, Мгм. на испытываемый страх. Это прикольный эффект. Наверно, для меня, вот опять же, мы сейчас сравниваем с тобой глобально, что страшнее. Мгм. Разберем эпизоды, да, какие именно Да. хоррор-эпизоды. Но я от себя хочу добавить, что всё-таки страшнее для меня, Silent Hill. 100 %. Страшнее именно на уровне постоянно испытываемой какой-то тревоги, вот такой вот, да, звенящей. А, когда находишься в Silent Hill, всё время какое-то ощущение небезопасности, всё время вот это ощущение такого какого-то странного вот этого вот пространства давящего, да. И тем больше хочется пройти дальше, тем больше хочется вообще как бы в этом всём, разобраться. В Alan Wake для меня как бы страх, он такой эпизодический. Да, на самом деле есть вот этот прием со Скримера. скримером, таким 25-м кадром, Да, который орущим страшным лицом. да-да, там орущие страшные лица, Ну да, разные. которые возникают. Вот. Там есть отдельные такие эпизоды, которые прям мурашки по коже. Вот. Но глобально, наверно, Alan Wake больше всё-таки такое как бы ощущение некого триллера или контролируемого Да. страха, да. Он Вот. больше какой-то такой загадочный, но Ну он не да, пугающий. да, но мне кажется, сама вот эта вот, ты знаешь, эстетика этой эклектичности, мозаичности, да, она в целом скорее более концептуальный хоррор, Ну нежели вот да, и даже вот эти террор-хоррор. тёмные сущности, которые именно обычные, не вот эти боссы, а обычные, их же можно обойти, их можно посветить на них просто фонариком. То есть они какие-то медленные. Вот они под конец становятся, кстати, агрессивными. Помнишь, когда они уже перемещаются, это Да, пострашнее. да-да-да-да, они кидают, Да, бросаются, или да. вот когда есть несколько эпизодов, когда нам, Аланом Вейком убегать, потому что за нами что-то летит. Вот это типа так тревожненько, неприятненько. Но я Это надо согласна. искать выход, да, Да, и здесь больше про суетиться. какую-то триллерную часть. И правда, как ты сказал, что самое страшное в Алане Вейке — это вот эти скримеры. Их очень много. И правда, там был скример с этой бабкой, который нас нереально пугал, особенно когда мы спускались в подвал включать там эти переключатели. Мне кажется, немножко дешевый прием. В плане это просто скример. Он такой на Но это поверхность скример, но он всё равно, наложенный. подан 25-м кадром, Да, он работает, и он но работает. согласись, что в Silent Hill'е страх всё-таки гениальнее сделан звуком, туманом, то есть вот этой Нагнетанием недоговорённостью. атмосферы, да. Да, и ты вот от локации к локации понимаешь, что щас локация перевернётся, мы будем там же, но будет страшнее. Появятся какие-то страшные боссы, которых не всегда надо убивать, ты это не до конца понимаешь Да, это сразу. тоже отдельный кайф, Да. что не всё зло можно победить. И тут, конечно, мне кажется, по ощущению, Alan Wake не был таким страшным. Какие-то эпизоды были неприятными, жутковатыми, что ли. Ну вот первый, на самом деле, Криповыми. самый первый, когда
Мы видим, как ну, из воды выходит Найтингейл, вот этот Голый детектив. мужик, Да, вот это это, чуть-чуть да? было крипово, потому что это самый старт игры. Там Но какие-то при этом игра цепляет. оккультисты, Это да. сцены сразу. Да, но дальше глобально, вот я вспоминаю, это Давай сильно большая разберем сцены, разница. давай разберем отдельные эпизоды, которые были реально страшными из обеих Но игр. да, мы с тобой договорились выбрать одну из обеих игр, одну Один сцену, эпизод. один эпизод из обеих игр, типа Я самый выбрал из страшный. Ну, ты хочешь, расскажи Хорошо, 2, может, я вспомню из хорошо. Alan Wake, потому что, у меня первый пришел из Silent Hill, потому что я Мгм. помню, я реально очень сильно напугалась. Это эпизод как раз-таки в отеле, еще не измененном, когда мы впервые видим пирамидоголового, который М. стоит за решеткой и не двигается, и у него светится красным его пирамида, и мы просто его увидели, а он не шевелится, и мы понимаем, что о сейчас что то будет, а ничего не происходит. И я помню, что мы долго гоняли по этому отелю в попытке выбраться, а он все стоял и стоял, и стоял, и стоял, и в какой-то момент он из коридора исчез. Я помню, я аж тогда тряслась. Думаю: "Господи, как не хочется дальше играть, потому что сейчас он где-то появится. Нам капец сейчас будет". И вот это вот типичное сайлентхилловское нагнетание вот этого, что сейчас тебе будет очень плохо, берегись. Вот так оно работает. Ну и в конце прикольно же, да, он там появляется, и это все переходит в кат-сцену, что его нельзя убить, этого монстра, оказывается. Хотя, может быть, это сейчас был жесткий спойлер. Да я не думаю, что это прям спойлер. Правда, это классный момент, который щекочет нервы. Для меня в Silent Hill, наверно, любимый страшный эпизод, когда мы оказываемся, в локации, где нужно собрать стрелки часов. Помнишь? О да, это тоже отель, мне кажется, только Это, вторая по-моему, часть. какой-то уровень отеля, но, там, и в этот момент я понял, то есть там есть, локация, есть загадка, часы без стрелок, и нужно Мгм. их собрать. Эти стрелки разбросаны по разным, локациям. И мы уже находимся в каком-то странном пространстве, да, не очень реалистичном, и нужно там ходить по лестницам, открывать какие-то ходы. Явно это уже где-то, я не знаю, под землей или где-то в глубоком подсознании. И я помню, что у меня появился этот страх, что я не хочу никуда идти. Мгм. Я останусь здесь с этими часами без стрелок, но я никуда не пойду. Понимаешь, что всё как бы. И я словил вот это ощущение, что мне просто реально страшно выходить из комнат, да, и вообще искать вот это все. Потом, конечно, на самом деле к этому привыкаешь, и мне кажется, это тоже классный эффект от игр, что к этому можно привыкнуть и как-то свою психику адаптировать. Но в Alan Wake не было таких моментов. Правда, эпизод, на котором я перестал играть, когда мы с тобой вдвоем, до того, как мы с тобой вдвоем запрыгнули, это был эпизод, когда Сага оказывается вот в этом маленьком трейлерном городке. Да, Она говорит с этими да. братьями, помнишь? И потом она идет. Да, за оленей головой. Да-да-да, она идет, и там вот этот вот трейлер, потом какая-то там еще где-то на периферии ведьма. И до того, как она приходит, помнишь, вот этот парк аттракционов такой Мгм. О, вот это, криповый, кстати, какой-то жуткий эпизод. жуткий, да. На самом деле вот там я реально перестал играть, потому Мгм. что там воссоздана вот эта клевая такая хоррорная атмосфера. У меня была возможность играть после работы только вечерами. Я просто помню, когда я в какой-то момент там в 10 часов вечера Мгм. запустил, включил свет, и я понимаю, блин, что-то походу я не Да. готов к этой истории, да. Вот. Но клево, что мы с тобой прошли. То есть Alan Wake тоже дарит вот эти вот, Там моменты. есть. Но я вот согласна, этот эпизод был прям жутенький. Я помню, что впервые, мне кажется, появился вот этот чувак с оленей головой. Ну, либо он появился прям крипово как-то. Там же вот это пространство начало изменяться, как жижа вот это, и мы пошли туда. И правда, меня, наверное, больше всего пугала локация как раз-таки вот этого парка аттракционов, потому что она заброшенная, аттракционы при этом крутятся, и там надо было собрать вот эту платформу, Да, не, найти. ну, супер атмосферный, на самом деле, один из лучших, мне Да, мне кажется, тоже эпизодов кажется Alan клёво. Ну, Wake, кроме мюзикла. кроме мюзикла, да. Ну, кажется, что все таки напугал нас больше Silent Hill. Пугает больше Silent Hill, да. Я Я согласна. здесь согласен, что пирамидка Мгм. укатывается туда. Давай объявим наш розыгрыш. Да, напоминаем, что в этом выпуске мы делаем розыгрыш, 2 дисков, то есть 2 будет победителя. Один заберет Silent Hill 2. Кстати, вот. Silent Hill 2. Второй победитель заберет Alan Wake 2. То есть, вас будет двое. Предлагаем в комментариях оставлять, что? Самую страшную сцену, Самая самую страшная любимую? сцена вообще из игр В overall. целом, да. Да. Ваша самая любимая страшная сцена из игр вообще.
М, Опишите просто что это все. за Хочется сцена? хочется Да. хочется клёвый нарратив, Что за сцена? да. Может быть, Ваши из эмоции? детства, может быть, это какая-то свежая Может, мы как история. впечатлимся, что пойдем во что-то играть? Может быть, да, в какие-то игры мы еще не знаем и не играли. Обе версии игры для PlayStation 5, и на этот раз мы выберем победителя рандомно, Да, были потому что ошибочки. на нас было столько хейта, что мы выбирали подписчика по количеству Лайков — лайков, это да. прожитый Да. неудачный опыт. В общем, мы продублируем условия, сроки, все под, этим видео в описании, но желаем. Поэтому, кто не играл, это отличный способ вообще попробовать, я считаю, эти авторские шедевры, да. Поэтому пишите в комментариях. Еще одна красоточка. Господи, как пугали эти чудики на старте, и как сейчас вообще они не вызывают убийств. Да. Да-да-да. Слушай, мне кажется, чем вот больше играешь в Silent Hill, тем меньше он пугает. Щас как будто вообще уже не страшненько играть. Мгм. Кто-то здесь как будто бы есть, но как будто бы никого нет. Блин, самые вообще дурацкие и самые неудобные монстры в Silent Hill — это жучки, потому что из-за них шипит радио, как сейчас, но их никогда не видно. Уф. У меня еще нет пистика. А ну-ка, это что такое за поведение? Блин, ну прикольно, да. Вайбец классный. И дождь всегда идет. Блин, надо прикольный хоррор про Россию сделать, мне кажется. Вот это, блин, сейчас будут флешбеки, бабки. Блин, я не люблю только света. Блин, сейчас будет флешбэк. Ах ты Хотя она такая бабушка, она так прилично одета. Вот в эти... как у Гомера Симпсона было платье в цветочек такое, помните? Ну вот это классика. Надо перебрать все ключи какие-то. Ничего не работает. Не люблю вот это, на самом деле, затопленный подвал, потому что там просто флешбэчит эта бабка, не переставая. А потом она еще левитирует, и надо ее убивать. Блин. Ну, это какая-то не поддержка активного долголетия. Я вообще не люблю это. Итак, Свет, последний наш сплит хоррорный. Много юмора За у кадром. нас было да, и за кадром, и в кадре. Это финал. Обе игры, наверное, в них важен финал. То, к чему эти истории приходят, да, есть твисты, спойлеры, которых мы с тобой опасались. Давай попробуем обсудить финалы. Какой финал, ну, и субъективно больше понравился, какой финал мощнее, сильнее работает. Здесь у нас с тобой будут спойлеры, поэтому, Да, на самом деле, извините. кто еще не играл в эти игры, пройдите, Либо посмотрите перелистните. сами, да, либо перелистните вперед немножко выпуск. Давай обсудим финалы. Давай. Окей, по традиции начинаю с Silent Hill, но не потому, что там я его выгораживаю, потому что это была игра, которую мы прошли первой. Все таки у нас сплит Silent Hill versus Alan Wake. Просто мне так Мгм. логично. Для меня финал Silent Hill, при том, что он кому-то может очень сильно не понравиться, идеальный. Важный дисклеймер: у Silent Hill 3 возможных основных финала Мгм. и 2, по-моему, дополнительных фэнтезийных, которые можно выбить. И вот считается, что есть, нейтральный финал, есть условно плохой финал и есть условно хороший финал. У нас с тобой получился, по-моему, плохой финал, да? Когда Знаешь, он плохой, но мне как кажется, бы он плохой, но правильный. для меня он был самый Да. логичный. В общем, главные спойлеры. Мы к концу игры узнаем, что этот Джеймс убил свою жену Мэри. Она долгое время была в болезни. Это произошло не 3 года назад. Буквально очень много есть подсказок тому, что когда Джеймс подъезжает к Сайлент Хиллу, он находится в машине, и на заднем сиденье лежит труп его жены. И он отправляется в Сайлент Хилл, такой путь, видимо, принятия вины или попытки избежать этого, как-то отвлечься от этого.
и уйти от этих мыслей приводит его к тому, что он правду все таки узнает, которую от себя же скрывал. Узнает, что он убил свою жену, и дальше как бы вот выход, и что он делает. У нас получился финал, в котором Джеймс, снова сидит в машине, разговаривает со своей мертвой женой по газам и в озеро. То есть он, самоубивается. Это финал, который считается как бы плохим, но на протяжении всей игры, когда я, ну, например, я не знаю, как у тебя было, у меня все равно были какие-то предположения, что сделал Джеймс и что вообще в игре происходит. Для меня это был какой-то самый логичный финал. Как бы я с этим героем провела 20 часов, и мне казалось, это единственное, куда он может прийти на самом деле. Знаешь, интересно, что, опять же, непонятно, реальные монстры или нет, или это Да. проекция его Да. сознания. Но Джеймс, по ходу игры убивает реального человека. Это Эдди, который, с Да. одной стороны, сам, агрессивный, но в то же время Джеймс спускает курок, и в какой-то момент это причем происходит в середине игры, там, через 10 Даже часов. дальше, мне кажется, чуть Может быть, дальше. даже дальше. И мы понимаем, на самом деле, что здесь Джеймс совершил убийство, потому что когда он убивал монстров, все убийства монстров — это как будто что он долбит сам себя, Ну да. свое подсознание, свою какую-то внутреннюю Проекции сущность. какие-то. С одной стороны, ощущение, что Джеймс нечистенький, оно есть. Но с другой стороны, игра выстроена интересно, что, его жена Мария, она действительно Мэри. мучилась. Мэри, да. Мария — это вот инкарнация. Да-да-да. Есть еще там инкарнация его жены, которая есть в игре. Это некая такая идеализированная версия Её зовут, да, Мария. его жены. Что на самом деле его жена Мэри действительно страдала и как будто бы просила его, чтобы он совершил вот этот вот акт, иногда, может быть, даже милосердия. Поэтому это как бы Ну, тут мы не неоднозначно, да. знаем, да. Мы до конца не знаем, но, все равно это в чистом виде такое преступление и наказание, Да. и опускание в ад, вины, принятия или непринятия этого. Есть концовка, где, Джеймс, в общем, прощен, условно говоря, прощает сам себя и уходит из Silent Хилла вот с С этой. Марией, но очень С важно. Марией, да, там есть такая Есть версия, концовка. что с Марией, и это считается, по-моему, я уже запуталась, по-моему, нейтральная концовка, потому что он уходит, но когда они поднимаются к машине, Мария начинает кашлять. Это те симптомы, которые были у его жены Мэри, то есть, скорее всего, он пойдет на второй круг. То есть всё то же самое будет происходить с Ну, второй раз Марией. проще, наверное. Да. А есть еще третий финал, когда он уходит, с маленькой Лорой, то есть девочкой, которая на самом деле, оказывается, дружила с его женой покойной, потому что они там вместе находились в госпитале, и даже его жена хотела ее удочерить, но так как она болела, она этого сделать не смогла. И вот Джеймс якобы уходит в светлое будущее с этой девочкой. Ну, якобы, ты знаешь, вот эта концовка мне Но совсем не мне она вообще нравится. тоже не нравится. Причем интересно, чтобы получить эти концовки, они О очень, да. то есть на самом деле не очевидно, что надо делать, Мгм. чтобы их получить. По-моему, чтобы получить хорошую концовку, надо смотреть на какое-то Там письмо в прикольно, инвентаре. да, что на старте у нас, Задротство. Джеймс говорит, что он здесь, потому что получил письмо от своей покойной жены Мэри, и это письмо, оказывается, лежит в инвентаре все время, всю игру. Но если в начале игры текст четкий и яркий, то постепенно, по мере прохождения, текст в какой-то момент вообще исчезает, и, по-моему, остается вообще только конверт. То есть мы начинаем, думать о том, а не сам ли он себе это письмо написал, точно ли здесь было То есть вообще письмо клево Мэри. работает инвентарь, что какое-то письмо в Да, ты инвентаре, вообще о нём не будешь оно на думать. самом деле влияет на то, какая Да. у тебя будет, Да, и там еще концовка. влияет твои отношения с Марией, то есть с этой инкарнацией. То есть эта девушка, которую мы встречаем там в первой половине, мне кажется, игры, она визуально, типа лицом, это полностью его жена, только она занимается стриптизом, и она вызывает... Да, она стриптизерша, она приводит на место работы свое. М, И она что я боль... упаси, вот, Да, у нее такое вот эта тема сексуальности фрейдистская, она здесь не просто так. Есть теория о том, что, ну, как бы из-за того, что Мэри столько лет была в болезни, у них были проблемы с этим, с интимной жизнью, и у него начались вот эти как бы фантазии, проекции, да, проекции. фантазии, все, и он себе вот эту новую Марию представляет вот такой суперсексуальной, развратной, и вот такая ему нравится. Он такую вот Марию, видимо, Мэри хочет. И финал также зависит от, коммуникации Джеймса и Марии. Если Джеймс там не ходит проверять Марию, когда она ложится отдыхать в какую-то комнатку в больнице, если он как-то дает ей где-то погибнуть или что-то еще, то есть оставляет с монстрами. То есть, Погибнуть или что-то еще, ну, или прикольно. что-то еще там, воскреснуть.
то это влияет на финал. То есть вот эта коммуникация. То есть если Джеймс больше вспоминает о жене, значит, финал будет один. Если больше заботится о Марии, то финал будет другой. И мне очень это нравится, что игра подвижная в этом плане. Еще влияет, но это очень странно, как часто мы лечим Джеймса, потому Да, что это странно, я там есть согласна. аптечки, и если он постоянно в состоянии умирания, Значит, то будет то плохой мы как бы финал. плохо к нему Да-да-да. относимся. Блин, мы постоянно лечили этого Потому что, ублюдка, я не блин, он знаю. подвержен монстрам. Мы вкалывали эти шприцы каждую секунду, и у нас всё равно плохая концовка. Но я на самом деле рад. Нет, она Мне идеальная кажется, она идеальна для этой для игры, этой да, игры. но не для реальной жизни, для этой игры. И здесь еще, конечно, интересен образ пирамидоголового, потому что оказывается, что это образ вины. Да. Его невозможно убить, этого пирамидоголового. Сколько бы Джеймс ни пытался, он преследует, он убивает Марию. И в конце есть великолепная схватка с двумя пирамидоголовыми, которых тоже невозможно убить, и в конце они сами убивают себя. Потому что Джеймсу больше они не нужны под Да, конец. да, да. Это очень И на круто. самом деле, это, мне кажется, это даже более мощная концовка, чем дальше вот эта Ну сентиментальная да. утопленность, да, или хорошая какая-то концовка. Мне кажется, что Silent Hill не может оставить, как бы, вот, знаешь, такое приятное Ну впечатление. да, это Это странно. так же, как вот "Лестница Иакова". Ты в конце досматриваешь и думаешь, как бы, ну, окей, да. Мгм. Вот. Скорее, основной процесс начинается после прохождения, когда игра, она начинает жить в сознании, и возникает куча каких-то идей и мыслей. И я помню, что мы с тобой же после прохождения начали генерить какое-то огромное количество вообще теорий, да, и смотреть видосы, и проникать в этот лор. Поэтому есть такой вот отложенный эффект, Да. когда ты проходишь, такой думаешь: Господи!" А потом, да, игра И теперь начинает хочется жить, перепройти с этим пониманием и знанием. ну, лет через 5, Ну да, может, мне нет, захочется. в этом Да. году в Не, ну, этом году, в если принципе. если мне захочется какого-то Не, садомазохистского мне уже лора. прям интересно, как будто записочки получше пособирать, вот это всё. Ладно, Alan Wake, пособираем записочки позже. Ну, давай, скажи К про Алана концу. Вейка. Ты знаешь, но на самом деле, Alan Wake заканчивается так, как часто заканчивается сериал, как сезон сериала. Ну да. Да, то есть, мы что-то узнали, были какие-то откровения, но, честно, финал Alan Wake, на меня не произвел сильное впечатление. Потому что, во-первых, до конца непонятно, что там действительно происходит, кто в чье сознание попал. Вот, там есть, собственно, один из твистов, поворотов, что у Саги, главной героини, есть дочь, Мгм. которая в некой альтернативной реальности, благодаря тому, что Алан Вейк переписывает эту историю, она умирает. И, собственно, Сага пытается спасти эту дочь и тоже переписать вот этот некий мета-роман. В конце возникают эти перебросы, что есть темная сущность, кто в ком застрял и Мгм. как, куча отсылок какого-то гипертекста. Поэтому для меня, концовка Alan Wake, она такая немного месси, но у меня есть желание, на самом деле, перепройти, чтобы больше обращать внимание, может быть, на какие-то детали, да, посмотреть лор, 1 игры и перепройти в Control. То есть на самом деле Alan Wake, он мотивирует вообще разобраться вот в этой вселенной, так же, как у меня было с третьим сезоном Твин Пикса. М. Скорее, это не то, что удовольствие от концовки, потому что, конец, 3 сезона Твин Пикса, у тебя нет катарсиса там. То есть он У меня заканчивается. есть. Ну, окей, у тебя есть, у меня нет ощущения катарсиса, у меня есть ощущение: "Да что это У меня такое? там все Вот, соединяется what отлично the с fuck?" первым сезоном. Окей, слушай, ну ты смотрела "Tales of Twin Peaks" 10 раз, у тебя, может, соединилось, у меня нет, но у меня есть желание разобраться, да. То есть этот финал на меня не действует, как в случае с Silent Hill, когда он кажется супер продуманным и структурированным. У меня есть желание в этом всем разобраться. Плюс, в конце там есть фраза: "Это не луп, это спираль", Мгм. да, что на самом деле Алан Вейк не застрял в этом цикле, а это спираль, из которой он может выбраться. Есть некое вот это вот метафорическое жертвоприношение его жены. Вот. Но здесь на самом деле может быть, кто-то нам в комментах, на самом деле, структурированно напишет, что происходит в Alan Wake, потому что все, видео, которые я смотрел, я до конца, честно, не могу, Мгм. разобраться в этом финале. Поэтому, наверное, любителям вот таких супер изощренных, сложно сочиненных концепций это понравится, но мне бы хотелось от финала Алана Вейка
какой-то просто точки, и все-таки катарсиса у меня его не было. Ну, у меня также для меня это какое-то большое разочарование, потому что игра в чем то меня очень поражала, и я себе накрутила вообще там гениальную теорию, к которой я хотела, чтобы все пришло. Я сейчас ее расскажу. Моя идеальная концовка этой игры. Ну, ты правильно сказал, что это похоже на финал, сезона сериала, и я неоднократно встречала какие-то тоже и в видосах это говорилось, и в текстах, что, ну, это просто заход на Alan Wake 3. Ну, скорее всего, да, скорее И всего. как бы с такой позиции ок, но я, например, игрок, который вот сыграл одну игру, я вот хочу от одной игры получить цельность на самом деле и какое-то удовлетворение в конце. Я его не получаю, и это меня злит как игрока. То есть я могу понять, что окей, будет третья, пожалуйста, но глобально для меня в конце мне тоже нравятся сложные штуки, мне тоже нравятся какие-то абстрактные, метафизические, сюрреальные, но здесь как будто для меня они особо ни к чему не пришли, потому что Сага для меня абсолютно слитый в конце персонаж. Вот у меня была теория. Давай, Она была интересно. вдохновлена, мне кажется, Silent Hill'ом, и я, мне кажется, тебе ее говорила, что очень интересна природа Саги. Сага — это придуманный Аланом... Ну, вот когда я играла, я думала, это придуманный Аланом Вейком персонаж тоже, которым он манипулирует, или это реальный человек, у которого что-то происходит. И мне казалось, что, блин, будет так прикольно, если все таки Сага реальный персонаж и Алан Вейк реальный персонаж. И Сага вот с этой историей с дочерью тоже не может, короче, принять вину за то, что она реально дочь её погибла, и Сага чувствует вину, что это она виновата, она там наделала дел, и так произошло, и что на самом деле все, что происходит в Алан Вейке, её вот это расследование, вот эти чертоги — это и вот этот и то, что она придумала Алана Вейка на самом Мгм. деле для того, чтобы избежать вот этой вины в своей голове. То есть ей нужен был некий писатель, который убивает ее дочь в своем романе, чтобы не принимать то, что это реально Слушай, я надеюсь, существует. что Сэм Лейк смотрит наш выпуск. Пусть они это сделают, может быть, в третьей Идейка-то части. Не, хорошая. идея офигенная. Идея офигенная. Мне кажется, она более такая нахлобучивающая, Но да, вот это у меня и был катарсис, что, оказывается, да, да, выдуманный да, Алан да. Не, Вейк. здесь есть вот этот поворот, типа, вау, вот так вот, да. Но на самом деле, наверное, может быть, немножко обсайлент-хилила Ну да-да-да, Алана есть Вейка, такое. да, но посмотрим, к чему это Но вот тут приведет. это просто то, что у меня рождалось. Понятно, что игры проходили мы подряд, и у меня есть какое-то влияние, но я прям понимала, что ну вот так я бы охренела в конце. Но в чем кайф этой игры? Вот смотри, куча Ну интерпретаций. да. Мы с тобой недавно прошли Resident Evil, да, 4. которую 4, которую считаю тоже классной хоррор-игрой, но это не психологическая игра. То есть в ней офигенный геймплей, ее реально круто М. перепроходить, миллион раз, но в ней не появляется Ну интерпретации. да, ты Посмотри, не и говоришь ни Silent о Hill, чем, и да. Alan Wake, Мгм. несмотря на все плюсы и минусы, внутри куча материала для интерпретации, для саморефлексии, для каких-то теорий, да, для вообще, для того, чтобы оттолкнуться от этих произведений и начать вообще о них, думать или думать о своих проектах, еще о чем то да. Поэтому, мне кажется, психологический хоррор, вот, одна из его функций терапии — это именно творчество, да. Да, ну я Иметь вот согласна. этот вот озарение от них в сторону чего-то своего, каких-то Ну своих тут, процессов. да, Alan Wake, получается, что тоже работает от того, что концовка Вейк не тоже работает. удовлетворяет, Да, ты концовка не придумываешь другую. удовлетворяет, но работает, и это тоже прикольно, да. Здесь скорее, кто больше любит открытые концовки, да, или более такие закрытые, хотя и, опять же, Silent Hill их несколько. Но здесь, насколько я слышу, Ну, у нас, Silent Hill, да. да, на самом деле Silent Hill, да. Наверно, весь этот выпуск я пытался спасти Алана Вейка, Ну, не вызволить в его из сухую, темной не в обители. сухую. Да, давай почитаем. Да, но я вот хочу вот сейчас просто тоже для резюме. Может быть, кажется, что я прям сильно топлю за Silent Hill 2 и меньше топлю за Алана Вейка. Нет, в Алане Вейке есть реально очень клевые придумки и штуки, которые мне нравятся. Но вот тут очень интересно, что они мне нравятся как идеи на словах. То есть если бы ты мне питчил сюжет, вот этот, игровые механики, локации, ты бы мне питчил просто словами, я бы сказала: "Господи, это офигенная игра, дайте мне в нее поиграть". Но когда я в нее вхожу, беру, дисклеймер, хотела сказать. Беру дисклеймер. Беру дисклеймер и начинаю играть, у меня как будто бы не все срабатывает так же круто, как на словах. Вот это очень интересный Но эффект важны от еще этой игры. амбиции, понимаешь? Мне кажется, у Remedy, у Сэма Лейка, чем мне нравится эта студия, у них есть амбиции. Да. У них есть амбиции идти во что-то непроверенное, рисковать. Да, иногда не получается, Мгм. да, иногда не срабатывает. Иногда на бумаге лучше, но здесь, опять же, сила текста, да.
текст, и есть видео, из, студии Remedy, где, Сэм Лейк сидит рядом с сценарием Алана Вейка. Это вот такая вот просто пирамида исписанная. И мне кажется, что это вот просто как бы такой писательский труд, да. Инкарнировался ли он во что-то? Ну, вот, видимо, не Нет, до но мне конца, тоже да. нравится, что они в это идут, они это пробуют, и, возможно, просто из этого будет вырастать что-то более собранное, может быть, в будущем. То И есть это это очень новое, понимаешь? интересно. Alan Да, Wake — это новая да, история, это свежая история. он впечатляет. Silent Hill — это классика. Ну да. Классика, которая пересказана на новый лад, да, поэтому, вот скоро должна выйти игра Silent Hill F, где М. действие перенесено в Японию. Это, по-моему, 60-е годы. То есть это Silent Hill, но не в городке Silent Hill, а в другом сеттинге. Посмотрим, насколько это И новые там девчоночка разработчики. будет. И там девчоночка, и там, на самом деле, другая эстетика. То есть посмотрим, насколько формула Silent Hill работает вот в других инкарнациях. Мы с тобой обязательно эту игру, пройдем, да, и напишем о ней. Вот. Давай подведем, Подсчет итоги нашей голосов. Один, психологической 2, драмы. 3, 4. Ну, 5 треуголок, хотела сказать. 5 5 иголок? 5 пирамидок у нас у Silent Хилла. И раз, 2 у Алана Вейка. 2 у Alan Wake, да. Улану Дейка. Все-таки Silent Hill — это классика, это мощь, Меньше экспериментов, там, да. скажем, смелых в плане именно креативных каких-то. То есть она очень глубокая и крутая, но в Алане Вейке не будем отрицать, что очень много смелого и, Да. возможно, впервые попробованного. Может, к этому мы еще не привыкли. Ну, я, потому что, ну, you know. В общем, играйте в игры, попробуйте поиграть конкретно в эти игры, психологические хорроры, потому что мы для себя нашли в них кучу нового и, интересного. Вот, я Мгм. думаю, что мы с собой дальше будем играть в игры и в будущем их сравнивать. Если у вас есть, идея какого-то выпуска, какие игры можно посплитить, пишите тоже в комментариях. А это был Split Screen. Играйте в крутые игры, смотрите крутые фильмы. Увидимся. И наш шоу. Ну, блин, что-то штукатурка посыпалась. Да, конечно, быстро меня отчекрыжили. Вы погибли. Похоже, ты круче меня играешь. Меня